коем случае никогда не говорил. Что касается щитов, щиты были, но они и так себе подтягивают Тони Монтана. Человек, который указывает, я понимаю, что есть такая версия, но мы, как мы знаем, мы должны в любом случае рассматривать все версии. Эту версию непосредственно, о том, что калканцами они себя называют, это я давно знал. Понимаете, это мы за эти 18 года мы много чего. Но говорить, что у них были щиты, у нас там не было щитов, это то же самое сказать, что у нас не пули не скажу, но вот эти для пули с современным языком, да, картечь или как угодно называть ее, что вот они записаны, что вот они делали у себя в горах, то есть показывали места, где добывался, как делали порох, эти места. И есть такие же места, где добывали там соль и так далее и тому подобное. То есть и видеосъемки мы показывали, где наши археологи показывали эти камни в горной части нашей Родины. Поэтому ничего нового в этом нету. Ни в коем случае мы не пытаемся никого что-либо там, название калканцев, там, Амазона, Гаргарея. Я же вам говорил, есть много моментов. Вот, я очень люблю, уважаю одного из самых лучших наших, вы знаете, историков Хасана Бакаева, где мы обсуждаем, где он рассказывает об амазонках и так далее. Вот с этой версией, хоть и я 99% поддерживаю непосредственно версии Хасана Бакаева, но вот эту версию с амазонками, зная культуру и традиции этих древних блудниц, так скажем, я не могу никак это ассоциировать ни в коем случае с нашими адатами. Или же наши адаты были выработаны позже, то есть то после этого всего и так далее. Хотя мы все прекрасно знаем, что амазонок тоже приписывают себе, как и гаргарейцев приписывают, калканцев. Расул из... Ибрahim, ты подключил интернет? YouTube подключил ты? Дай мне знать, чтобы я обратился к Расулу. Скажи мне, ты подключился или нет? И заодно, если у вас есть вопросы, просто-напросто набирайте текст в WhatsApp, копируйте, с включенным VPN входите в Instagram, нажимаете и отправляете. Так быстрее бывает, если кому-то неудобно в Инстаграме набирать вопросы. На вопросы мы отвечаем, на видео запросы мы тоже отвечаем. Вот, и сегодня мы подключились, подключены. Так вот, Расул, брат наш, послушай, ты написал один и тот же вопрос, или ты говоришь, что якобы я пытаюсь переубедить, или что ты знаешь лучше или нет. Хочу тебе сказать, ты знаешь прекрасно версию многих наших и ученых, которые до сих пор живы. Ты знаешь версию, есть видео еще со времен, когда приехали из Джейраха на открытие мечети в Итумкалинском районе, представители Ляновых, Боровых, Ахреевых, где они говорили, что мы братья с Дышней и так далее и тому подобное. Да, по ДНК сейчас некоторые пытаются, говорят, что они друг друга не рост, но суть не в этом. ДНК, но братьями, которые друг за друга умирали, погибали. Братство здесь, конечно же,
может иметь разный под собой смысл. И все же непосредственно выступление, если вы это видео не видели, это видео у меня есть. Если я его не утерял, оно у меня есть, я его публикую. И многие представители, особенно ДНК, которые проживают джайраховцы, если по твоим словам получается, что именно джайраховцы были щитоносцами, то это тем более приближает их к нам. Но я еще раз тебе повторю, ты не увидел самого главного. Что касается вот текста Дира, он смысловую нагрузку слова чачан и чечен, главное, эти два слова, он приближает и говорит, что вполне возможно, что Кавказус или Калкан или Капкан, Кавказус, он подводит к этому, что это имеет одно и то же смысл. Это как версия. Там не говорится, что это 100% калканцы, что это являются чеченцами. Или не говорится, что и так далее и тому подобное. Там речь не об этом. Поэтому все твои энергии и то, что ты написал в комментарии, он вообще не к месту. Я тебе один раз это хотел указать. Но много писать я не хочу, тем более я знаю, что ты воин, что ты всегда на стороне справедливости. Вы начинаете многие вещи мне говорить, нужно говорить свои вещи там до конца и так далее. Там, уважаемые братья и сестры, я живу дома, я занимаюсь нашей историей. И если я буду описывать все моменты, которые написаны, которые высказаны и так далее, и тому подобное, то реально мало того, что сейчас на меня стучат и каждый раз звонят разным как говорится, представителям нашего региона и пытаются говорить, вот если бы он из Сечаны, короче, что я все этим занимаюсь и так далее и тому подобное. Даже по этой карте, которая у меня на футболке, позвонили и пожаловались. Но благо у меня есть всегда ответить этим людям хороший ответ, который дали в кабинете министров соседнего региона, когда им сказали, почему эта карта недостоверная у вас и там и так далее. Есть ответ, и я таким же образом могу ответить, что вот эта карта или рисунок не соответствует географическим стандартам, и поэтому это не нарушение закона. Приблизительно в такой форме, такой цитатой высказались они. И мы, являясь представителем нашего народа, можем говорить точно так же. Нарисую я здесь такую карту, нарисую я весь земной шар и напишу на нем Нохчичу, это мое личное дело. И я считаю, я вижу ее именно такой, какой к моему сердцу ближе. Я сделал так, где есть, проживает Нохчи. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, когда вы читаете текст, еще раз внимательно прочитайте от А до Я, прочитайте между строк, подумайте, о чем же там идет речь. Связывание слова чачан или чечен со словом Кавказ — это очень важно, и это очень нужно. Еще раз я вам говорю, просто прочитайте, узнайте. Вы забыли, возможно, но сегодня эти неучи безграмотные с Академии Бузуртанова Руслана указывают и говорят, что ученые Грузии, которые на протяжении 100-200 лет работают над своими же грузинскими летописями, они говорят, что это фальсификация, что это обман, что грузины ошиблись, что якобы там использовалась одна письменность, а использовали другую письменность и так далее и тому подобное. Вы понимаете это? Не то чтобы нас, ладно, у нас-то все уничтожено. 2 войны кровопролитные, которые вот недавно буквально закончились. Мы сами являемся живыми свидетелями этих 2 войн. Мы многое утеряли, мы многое время потеряли. Несмотря на это, ладно, если бы к нам были бы какие-то... Но грузинские ученые, которые сохранили и документы, и все архивы, и все... То есть все академические работы, которые у них сделаны, которые у них есть, они давно
над этим работать. Якобы никто не видел оригинал. Человек, который умер еще, ну, пускай это будет 50-100 лет тому назад, какому-то сопляку, который, ну, извините меня за выражение, не знает не, и даже десятой части, что знают грузинские ученые, сегодня утверждают, что грузинские ученые, в честь которых названы целые государственные университеты Грузинской республики, независимого государства Грузии, они, видите ли, ошиблись, а эти, которые буквально сейчас от горшка два вершка, они вот великие гении. Нету ни докторской и так далее, и тому профессорской. Здесь я вам перечислял этих ученых. Поэтому, когда вы зачитываете, когда вы смотрите, смотрите, что в скобках написано, что в кавычках закрыто. Все посмотрите. Никто не приписывает. Просто единственно ДИР сравнивает чечен с Кавказусом, как и Калканы, Капканы, Кап-Кау, что это одно и то же. И рядом живущие Галгаи, и их тоже приписывают туда. Вы понимаете? То есть нераздельно он считает. Потому что, по сути, многие люди, которые ученые и по соседству проживающие люди считают нас одним народом, хоть мы таковым себя не считаем. Братскими, родными, то есть, но раздельным. Но ученые так не могут делать. Хотя некоторые, конечно же, написали труды, им помогли и так далее и тому подобное, что мы вот на генетическом уровне абсолютно разные. Я могу понять, когда какие-то словесные, извините за выражение, поносы выбрасывают люди абсолютно безграмотные, но когда наши люди меня упрекают в том, что якобы я виноват за то, что я хотел притянуть к себе калканцев, или что я не знаю, что такое халхай, что это на монгольском обозначает, что и так далее и тому подобное. Да знаю я все это. За эти 6 лет вот столько вот вещей знаю. Но мне писать об этом смысла нет, если это никоим образом к нам не имеет отношения. К нам, к Нохчи народу. Я же не занимаюсь исследованием истории чеченского и ингушского. Я занимаюсь только нашего. Но есть некоторые вопросы, которые вот в данной ситуации, если бы я оттуда убрал бы соседствующие Галгай, там, да, Калкай и так далее и тому подобное, сразу бы нашлись люди, которые сказали, вот они фальсифицируют, они вырезают и так далее и тому подобное. Чтобы этого не было, я опубликовал и оригинал, отсканировал и текст, и все равно никак не угодишь, никак не поймешь. Этим безграмотным баранам из Академии Бузуртанова Руслана, когда они написали в Ютубе, в нашем сообществе, я сказал, я не менял буквы. Когда сканируешь, скан выдает только те буквы, которые есть в латинице, раз, и в кириллице, два. Остальные, какие там, фонему Г, которые используются до революционного периода, скан не сканирует. И поэтому я оставил. И этот скан вместо старой буквы Г, которая якобы должна была быть, опять же, написал Б, и там написано сначала Галгай, а потом Балбай. Все. Из-за этого оскорбления и так далее, и так далее, и тому подобное. Если я могу болеть, и я могу пополнять, я могу, у меня может вот один из наших подписчиков, с которым я потом ему объяснил, у меня рыжая борода, но свет такой не айс у нас, поэтому, к сожалению, мы получили от нашего брата или сестры, аноним написано, с Ютуба задонатили, братья с Ютуба или сестра Далса Болдисник, Эзашка Соудольтил, и наш брат Айса Гудерменский, один из первых, тоже задонатил, за что ему тоже огромное спасибо, за то, что вы поддерживаете наш канал, за то, что вы помогаете, без ваших усилий мы бы не смогли, конечно же, дальше работать. Еще раз прошу вас, друзья, если они избиты, если там не покалечены,
Если я выхожу на связь, вы можете спросить о здоровье. Я честно вам скажу, валлахи, я в день ем 1 раз. Я не пополнял. У меня удалили желчь. Нарушен обмен веществ. Я в день ем 1 раз, и то немного. Но, к сожалению, такая комплектация у нашего. У меня рост 1,90 м. В нашей семье все, вот, когда доходят до моего возраста, все такие здоровые. Я не виноват в этом. И не специально. Что касается спорта, к сожалению, я не могу, потому что у меня большое количество спинных грыж, поясничных грыж. Я, несмотря на боли, вот вы видите, сзади овчина, специально сижу, чтобы спина не болела, но 3-4 часа сидеть в одной, как говорится, позе, поэтому одну ногу поднимаю, что я знаю, что это некрасиво, но боли, чтобы не отдавали этот седалищный нерв, я пытаюсь менять, чтобы вам рассказать. Вы порой переходите на личности, порой не понимаете, там, кто-то начинает говорить о кепке, кто-то начинает говорить о другом. Если бы вы задавали конкретно вопросы по истории, по той тематике, которую я публикую, я же вам говорил, пишите на WhatsApp, отправляйте потом, копируйте, ставьте в Инстаграм и отправьте, я отвечу. Кто, если не хочет писать, может, вот видеокамера с плюсиком стоит, нажимаете, отправляйте, я запрос приму. Задайте вопрос без мата, без всего остального. Я отвечу, я для всех открыт. Несмотря на свои какие-то технические, огромные финансовые проблемы, есть некоторые братья, Ибрахима я там бужу каждый раз, говорю, чтобы он подключил там. Других я подключаю, пытаюсь, чтобы вам рассказать, вести курс дела. Последний месяц, особенно месяц Рамадан, очень сильная атака пошла именно на наш народ. И со стороны Востока, и со стороны Запада. Клевета, оскорбления, вот эти грязные видео, где что-то не так. И еще вот эти сказки, которые уехали в Европу, сдались под именем чеченцы, сегодня сидят и говорят, мы отдельный народ, и пытаются что-то обосновать. Я этому клоуну сказал, если ты хочешь доказать, что Уарстхуай, Тирвай, Мелхи и Эхки, что это отдельный народ, любой из вас может зайти, валикум ассалам, зайти, обосновать и рассказать, почему они отдельные народы, на чем основываются они. Я приведу свои доводы, вы приведете свои доводы. И пускай люди услышат, кто лжет, кто изворачивается, как уж, не оскорбляя, никого не унижая достоинство. Я никого никогда в своем эфире не просил никого оскорблять. Вы увидели, много раз приходили к нам в эфир гости с соседних регионов, с Осетии заходили, с Кабарды заходили, с Дагестана, с Ингушетии заходили. И каждый раз, когда заходили, я предупреждал и говорил, если вы заходите, не оскорбляйте никого, заходите с радостью и задавайте вопросы. Мой народ, это не мой, без разницы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah. Det var en Lällängårdsen och bara också. لا روح شوية لا لا ورا الورصة هرتحت بولا ماست الشخم قيتر صار وي بوبوش بيش بري بوبوش بيش زوينش بري اتر إدعتا أولي أحر روشت إيزي بوشة اسم ليلوش هما حالخن مثلا انت شو قيش قوم بولدرس راسك ما تقول عشان راسك ما قيت ما قيت Вица бели закиет. В прошлом эфире я рассказываю... нет, не в прошлом эфире. Да, в прошлом эфире я рассказываю про лезгин. Я рассказываю и веду какую-то дискуссию. Я знаю, почему я это веду. Я знаю, что там есть очень много информации. Я знаю, вот я уже дошел до конкретных людей, которые имеют высшее образование, академическое образование. Я узнал, где учился наш первый имам Кавказа, шейх Мансур, кто был его учителем.
Я узнал, как называют. Сейчас я хочу еще видео подтверждение, не только просто, как говорится, а как называли лезгины нас в древности. Я узнал очень много о взаимодействии албанского царства, какую конкретно функцию выполняли Нохчи войны в албанском государстве. И очень-очень много важной информации. Война вешундуй. Хочу уверен. Сока лет перцельцани, ищили буй, хартуй вожду, харсан. Савошу ночи. Вождуэл вола лезгуай, аспек мелла кадвагач. Ша инчуэл, ша эл датсон. Цу элля, цана доуделя, цана хилля. Ханян. Вейхинс муду хаям. То, что происходят какие-то бытовые конфликты, допустим, сегодня у тебя может быть конфликт, допустим, с французом. Но не вся же Франция после этого нам враги. Или с немцем. Это не обозначает, что все фашисты, понимаешь, после этого. Если у тебя конкретно произошла проблема какая-то с адыгом, допустим, или с лезгином, весь народ ни при чем. Тем более мы ведем речь об историческом экскурсе. То есть мы не можем выбирать себе, и неправильно это, выбирать себе в компаньоны, это знаешь как? Там стоят 10 человек. Примерно вас. Здесь Брюс Ли, здесь Арнольд Шварценеггер, а здесь два хороших пацана, но они просто простые ребята. И ты говоришь, вы мне бесполезны, я возьму Арнольда Шварценеггера и, там, допустим, Брюс Ли. Но так не делается, понимаешь? Так никогда Нохчи не поступали. Выбирали себе надежного, хорошего соседа, хорошего в любой чхена, дикнагона, улихватурона, васлы, ищтик хахошего. Но я к чему это говорю, и несмотря на все это, когда ты пытаешься изменить баланс в правильную сторону, мы должны думать о будущем. У нас садятся люди, вот у нас будет великое государство. Закидываешь пилота, девушку, она не из Чечни даже, она с Иордании. Возможно, она чеченка, возможно, она арабка, она одета, она укутана, она ведет гражданский бой, аэробус, один из самых больших в мире. Хазак я закидываю. Хочу бы башкам. Он такой поддерживает. Ой, судук дахар. Ой, кемна шпокшнахцахач. Сам шеш дуашнац. Ой, некда морской флот яхца нохчицахач. Ой, образование европейское, хавич санох самоцах. Хок вахошин питак я голову шпакка, уша чат не раз по нас вахоша. Если стуча, мат элдит яш, хаве ванчу туамба было ляш, абьеш бутеш нохчикам. Ты объясняешь этим людям для того, чтобы построить какое-то будущее Барасов, о том государстве, даже о котором вы говорите. Не то, что я бы это говорил, то, что вы говорите. Нам нужны образованные люди, нам нужны специалисты, нам нужны нобелевские лауреаты, нам нужны грамотные люди, которые будут вести нашу экономику, вести, как говорится, не только там в экономическом, сельскохозяйственном, медицинском, прорыв холмоец. Мы же должны как-то идти вперед. А не села девушка на самолет, все. Я помню, самым лучшим эскадроном вертолетным, я говорю, самым лучшим эскадроном вертолетным управляет представитель Нохчи народу в России. Такого высшего пилотажа, как у этого парня нету. До того, во всей России нету такого профессионала, как вот этот парень, который водит вертолет. Из тайпа на Чеберловую, сейчас тайпа на Рикховую. Сур хасхи он хавян, сур нокчучу, вот это самовален. Молодой пацан, вертолет эхин, щецавян, щи нокчи бьет шут еши. Хорошо? Вернемся чуть назад. Последнюю, новейшую историю, которую я не люблю. Джохар Дудаев, он был генералом чего? Генералом Чабанов он был? Нет. Он
Он генералом Ишаков был? Нет, он был генералом Советского Союза этой авиации. Аслан Масхадов, высокое звание, был кем? Если я не ошибаюсь, в дальневосточном там округе, да, то ли полковник какой-то и так далее был, Масла Баксов. Возьмем Гилаева Хамзата, спецназ ГРУ, он был, то ли ФСК, он был, в спецвойсках был. По крайней мере, говорят, что он служил. И так далее. И тому подобное. Кого ты не называешь, наука не имеет национальности. Специализация не имеет. Садуатов Адаму тайпана из-за дышнему. Видно. Сейчас цаксан до того дикантуй. Пекаруй, мискантуй. Он уехал целый час через силу стратегической авиации, абсолютно верно. Через силу очень он поступил тоже, обучился водить вертолет на военном вертолете, обучение прошел, свою службу закончил, пошел в армию. Это еще до всей этой ситуации. Просто я к чему говорю? То, что вот эти навыки, включая образование, образование, остальные военное дело, спортивное дело и все остальное. Я же поэтому прошу Европе, не упускайте момент. Обучайтесь, получайте образование. В Франции, в Германии, в Войнца, юшер душуне. Я знаю, что духа берши году будет сигасун. Шей кайфа речь был, шей дальше это уж, шей казино, шей дискотек, я это знаю, ваша. Но мы, вай я шел акцент мой, ваша. Ас я шел акцент, это Европе, ашвал, он я шос, Ибраиман я шос, Маслабас, Чертон я шос, шей муахби, шей дай муахби, холца худут есть, холцу худин годалур дартиш, му гона осталосов дартиш. У меня же акцент на этих людей. Может быть, и хальца лешпеш, когда-нибудь поймут. Может и не поймут, так и умрут дураками. Но мы всегда делаем непосредственно на, как говорится, уклон на тех людей, которые нам очень нужны и важны. Это сумма. Ладно, я как-то отвлекся. Ваша хаттер давай швырится, لا سو قچوالر بام هودون يالچا هندرا يوتيوب جو يالچو حاجه سو يو قچو اوسوش يوتيوب جو سامو يالچو балара, например, это сахту соболар чувен так قچو يالچو هو شو حوش شو سو هند قوي هو اذا انستغرام جو 28 30 лет и هور قچو ولا так болду так я холи зуд холи баш хадат и 100-200 рублей и تد اطلتي ال شو حوجش عين تعجيم ما واصل ده لقر خلي لقر خاطر انا نمداي تريت باستور ولا ده قبعتي مدرس حالي لوشتل هم انا قبعتي ما دقاش ده ساعه واصل ده يوتيوب شوب اوتل حج شو وول ايرور هين سو قزاو فرنسا او سو فرنسا عاش ولو ريجي او نيها شاويك اديا وش سو نو ديا خيري إذا ولت أول إذا organize لي وشو تحلق تحدا خوشوا شو هتحوك حاجة هورن يعتنا يوصي هذا يسوقز هم تيجي باين وخير كانوا دوات تيري بيحشوا دوتي ديش تعام ده تيست أخش دوق شو حول دوق شو دي الأخش بقى يم هوك شو قواس سقوس ستوير هما ياتو شو قواس بس حول بيت ديسي دوات تيش أخش دوش بولنا استورو بل إتعجيم حناق واستدا والله سال دمش كي فنا وصدياش بوالك هورن لقر يمين هرن ابوتك شوart نيقش دنا ليلو شقايل قوله هول شيكيه شوال شغل حجم اشتاح دغيرش دغيرش هور دينا تحشي شور دور شو يقال دعم اول خز لدو والله شو ولي بولو تشن لدو حش سايب ميل فاميلي وازمون سون انت دي سو ملوخه قزا 10 ان 410 تجوه قوس انسبيات ريجيون تحلق يديش بال بولشوات سبورت زبروسيتينا شامبيون يوروب ولا شامبيون ميرا ولا بوكس ولا باربو ولا ايش هذم دعوه سنه واش بروست تاك جيت ياش بوش دائما خير دول سانشين اردو جيمان تاوان كوارتوش دور ليت دوات قزا 10 تاغن شيغا ديك سان فرانسوسكي موتا شادول هم دويس ديش تلي ثاني ديش دوش تاغوات قيديا سوتسونا سياتو داو لا ولا ما داو 他地主
Guasan na pi wai on borch kai naqi ando da wona o vista la o so wa alaikum salam yusigo wala so acho wen na peru let وين تنبرج كان حكي عنده وين كوارتور ده تسوي إيتا بيراتي ناس موز نستبرج سوق يحكوا شواتين سوق حتى لا يسوم خلاص فرنسوس كعامين ناس قزع زي ما شو إشادول هم دويش عش بولنا جيم تعلرت سليرش قوم ديا نقطة ديا موش هنا الصو نقطة أور سو إنزل يوق زوج شو تراكتر شيء زوج شو عمره نقطة وصل دائما نقطة نقطة سيد درجة قيمة كيف أبيس نتش استوديو يتسان ويميلش تتصغى تناغ حلقة شو بيونا دبي دوت يشتم يحتسان ده وين كان تيريش يشتم يحتكان هو إذا أصلا سوسن جونتي سوسن إيسر تجو واحد زوج شو حتسان مسرت فتيا باشتي ميتا ديونوستا وسو دوق ديا دلا وسو سو لرلوش سو سشادو вопрос из кего волесо хокчуор шо таго са иктим хон 100 рублей кузар 100 евро до 100 рублей со хон дойтери волла асын хордина баркаш бор хиза бош ашусо чу волочин аша ичу ица 100 рублей аш кусари волла дел шедю хогно сахма хел даур дорш дут амат جيمشي لريو همان وين ما قال ليه براو بيتsa çok erçina bu sonra jim أكبر يعني وصل خير هو رز أسك دروش كيبر نه وصل دي دوش لحلقة الله يجينزل سوين تأوى إن شاء الله صحوه جورو أيرو ويش ويقدلوا واحد يردو هو رنيت إيه لير شو إنه طلع ثان إنه بيدخل الله حزيد يا شوي ما حويت الله زيد ويقول حاله بطع مليون دقش نابو قزح في مطع مليون روبلي عش دقش نابو هيدا بيدا تقولتنا كده تتولى لهم دويز يتعدي إنه داعتين يقزع هم داعتين إتعبين ومزيجا يبين ويس عشان عبابي لبوتك إيسوريوش إيشو كده هون بيدا واس قوم بيدا واس وينو إيش وجي يجتهيو ها صم قدنا الله وجي بتصورك يحكوا إيش دوات بيعتت إيش بو وبشي بيدا ولا زين دويش تقوات بيلوش تقوات يالون ويلاش تقوات هيت كردوش دو سيوم ديو تا مول نجيت هذا دقولا بيحكي نابوتا سونده هو قزع سن возможно сделать شو مدة бесплатно можно уж это бесплатно любой завод что завод бесплатно уж а вот Англия вот Америка вот дишь аж тадвиш تحقق تروح جمص ودوات 28 تقول هذا مؤخذ بارت باي تا فتور بلي اخ قواس هي خاني هور خينا شو يلي بيلتو قيتي شو ها تعامل الله ده ديس خير من ده دقوا أخوات سقيت أحبه وي بقدك ديتشا اشتغل أنا ديريس خير إذا هنسموه ده культура поведения окей поддерживание там блогерской деятельности у нас нету, по крайней мере, я не знаю почему, но такой вот, как говорится, такой привычки как-то не бывает. Я не знаю почему. Я это, конечно, говорил. Он Аллен Дейрес почему, а Элла да Сидуэль. Но ты знаешь, есть каждым этим моментами некоторые недруги пользуются, некоторые другие пользуются. Я понимаю твое сопереживание. Тебе хочется, ты видишь какие-то у нас есть какие-то проблемы. Я знаю это почему, потому что когда я буквально месяц не работал, то есть мы не выходили в эфир, было есть несколько человек, которые это говорили. Ибраим Шундерес Хилдасидо Шубаня да Ахуя Чудош. Да, ой, тест. У нас просто-напросто проблема в чем? В том, что мы вот культура опыта поведения, когда ты начинаешь о чем-то полезном или нужном говорить, никто этого не делает. Да. Есть определенные люди, допустим, примерно, я сейчас тебе хочу привести пример, есть определенные люди, которые сидят в Одноклассниках, ВКонтакте, которые за деньги покупают подарки и дарят красивым девушке. Просто в социальных сетях. То есть они тратят там 100 рублей, 150 рублей. Речь не об этом. Да. Ладно,
это их право, пускай они дарятся, это их деньги. Вопрос не в этом. Но вопрос в том, что когда ты что-то делаешь, не нужно делать и ставить нашу работу на ранг ниже или думать об этом, что она не нужна. Она намного сильнее нужна будет, потому что завтра, послезавтра тебе, возможно, ты сейчас в ресторанах будешь просаживать миллионы, ты будешь в казино миллионы просаживать. Все это понятное дело. Рано или поздно, или хадак цадахарду, или тебе нужно здесь осесть. Да. Но просто я сейчас не утрирую, я сейчас не преувеличиваю. Но если дело пойдет так, будут разжигать внутренний сепаратизм, стравливать из масла бахас, чеберлой, стравливать шарвой стравливать, допустим, с итумкалинскими там тейпами, там, с эрлой будет стравливать с мелхой будет стравливать шотвой будет стравливать с уарствой. Я вот примерно говорю, чтобы друг друга перегрызлись, чтобы поссорились, дапнишбаня, ерчбаня, ламбаня, балбаня, ой, гоуши, бырт-быт, ой, ци-анит. أقا مشجيشونا جكتشونا إسانيو لوسي هم شوي إديها ولا سيها ولا تار وعين سيدو شكانت أخوالي جيم تاكو سواق حلوات وشكو سواق بيزنش دازور دانا ميجر تاكو سواق حالي تعمود على تير وإذا كتو يوچوي خوشوق وما تأخر حقلا شي زبا ويدي كنير خيدك دي أطعم بيلا ويسام دول مت ما دول دولة ويقر حبوك شموح بوه دولة دول سينت إيا الله شول ويقر حبوك شموح بوشنا أقسم بالله أقسم بالله وينش أو ميتشا أق هاتشو بالله إتسال برمي جوتك يقع قميص شنا وشلي Да. أيش مسلا وينو قام صديش بيش والله بالله تالله تغلير جدينا حق هور تايبان سي دويتش هور قومانس إن سي دويتش نوتشي بوشلو دوشان سي دويتش چیچن باشلو دشان سی دویچ حقیقتی تان هیچ تعتیر قوزات آن بیربو تان قمادیلش وی ولی کی سولیستان نگاهشو از هم مستطیع یازیو و قمو هیچ تعتیرتی عینردو وش کردو تان بیچکری چی هنیادی یوروپی دعوان بول بيد بول تيجر نوخشيش هر ديردات وش ديردات ای یوروپی دعوان بول نوخشيش سابول نوخشيش يقري بيتانتوش إيش بو دي حبانكي سابول نوخشيش نقطی چه ابل نقطیش یو قپیتان توش ایش بو اردو ماه ابل نقطیش ها کنی قپیتان توش ایش بو مسو اغوره ات شيء مليش خان ما يلنا هاتشو بجوال خبير بو سونا وستل ديش اسم داز غنا وستل فينانسم اسبات سبون اسم ادوش و سم اول خيتيش حقيقيش وان السم حديثيش شن خوشتك وي استوري خلات وي قوم خلات وي قيتشون خلات Джузи, зайди в нордийские паблики и посмотри, о ком они говорят. Всех, кто уехал, неважно, по здоровью, по экономической проблеме или каким-то образом уехал в Европу, они называют так. Хотя себя под именем чеченцев, хоть они сдались, так они не называют. Больше, И многие, которые сидят сегодня, которые рассказывают. Сейчас буквально есть один парень со мной, который один почти что остался, он связывается со мной и мне рассказывает. Мне говорит, Башлан, туда-сюда, и мы заговорили про карты. И я ему говорю, у меня есть карта, которая доказывает, где написано, короче, кистинцы, что это ногчи. А он, чтоб ты знал, он один из тех, кто вот, чуть ли не с самого начала, то есть он многое видел, многие карты видел. И я просто-напросто, вот сейчас этот, как говорится, наш аппарат я чуть-чуть починил, я ему отправляю карту. Прошло 6 лет. Он увидел эту карту. Откуда она у тебя? Я не видел эту карту ни разу. Где ты ее достал? Понимаешь? Сейчас опять PayPal начинает работать. Обещают, по крайней мере. Летом сказали, что в России PayPal опять откроют. Вот
Ahmad, Вашан. Бяхмобил, очень Умахар. У меня трафик заканчивается, и поэтому выкидывает. Через каждый час трафик дается, домояльно. Если я не пополняю, то у меня заканчивается эфир. Я, как говорится, трафик закончился, из-за этого отключил. О картах. Я скидываю этому парню карту. Амад, не сочу я, ну, аля запрос хаята, Амад. Я ему отправляю эту карту. Эту карту, хотя этот человек работает, грубо говоря, в этой сфере со мной 6 лет, без малого. Он не видел эти карты. Амад. Трафик даярлироващим, цундер, арпас, нерцу. Пока всех чуя не особо. Специально отключить винхум дацу. И смотри, я ему отправляю вот эту карту, он говорит, Шенгин дацу вообще, он Мишель Делабацу. Когда вот этот PayPal работал, когда оттуда даже ночью сахбо чарца и цигар чара, там кегмерс, она остал дича, у меня я ночью мотаю досон, цацпочен сахайта. Сон вошса версии ворк, мижги. Сегодня тажим малца капякума даю, атецера цашт. Дикшмет кшаб, волбер фори. Со шен тажим капяк, хама я чар, вора сурч дохей, цигар. Вал хавой тарасциг. Капяк даяти. Кинчш юшо, кинчшо, это цандега айочо материал вега хулшо. Цухена аздак, тен дисин халей. Понимаешь? И ишт остаятен. Я к чему это говорю? Кинч, карч, это вот книги, карты, это все, что нам нужно. Я в один момент, как другие нормальные блогеры с Европы, с России, я думал, что вот эта тема, когда мы все вместе собираем, купим хороший фотоаппарат, поедем в горы, будем снимать наши башенные комплексы в хорошем формате. Фотоаппарат, Аллаху хаджисо. Волос за 1 год я не собрал. Ноутбук хажи. Ибряник, да, в Германии, хажа мехах. Да, цигах 750, 800, 1000 евро, хелесуна. Технически он дается даже хотя бы книги, карты для работы, которые нужны. Если ты не представляешь, не предоставляешь достоверную информацию, многие наши люди, ребята не понимают и не догоняют, что это очень нужно. Поэтому, да, я слышал, друзья, об этом. Поэтому все, кто помогает нам, допустим, в этой ситуации, он помогает не мне. У меня это, я свой небольшой хоть левый доход, амабахар, стройки, вон, пиде, вон, я зарабатываю. Но суна, у меня семья большая. Так, надо мокшу, что тиги да хажича, хохун сатуасун. А кузи да хажича, чарн молхнушан хуман сатуасун. А шинна метти, штани слой. Поэтому меня никакое правительство не финансирует, никакие гранты от правительства у нас нету. Это все независимо, потому что мне помогают простые люди. Ты объясняешь им, через отключиться, это каждая поддержка, я могу что-то сделать новое. Книгу, карту, что-то напечатать, что-то купить, что-то отремонтировать для нашей работы. Только для этого нужно. Сундер хондерес, хилдадук вахуал. Она аишталарна, семхиларна, сунхан воша хайбо, да это больше, дато сорвоцы, она осталось, что дальше. А что касается наших ребят, которые попросту тратят свою жизнь, как говорится, я сам был молодой, я знаю, мне тоже хотелось. И для меня, человека, который вырос в войне, который никогда, когда там ребята приезжали с других регионов, или даже кто-то поехал в Нальчик, але башлан, майкропион, цигар дискотек, цигар зудбеш, ну ты молодой, понимаешь, энергичный.
И тебе не было дела до политики, не было. Да. А потом уже становишься чуть взрослее, ты понимаешь, это у них своя родина, у них свои проблемы. Там свое, здесь свое. Как мы должны это все собирать? Ты смотришь, что Харкарт Башлам, ищ здоровая. Да, когда-то у нас была большая родина. Да, ареал проживания нашего народа был вплоть до Каспийского моря. Но по разным причинам, историческим причинам, другим причинам, мы многое утеряли. Мы не просим сейчас провести реконкисту там, до Каспийского моря, мы не разжигаем межнациональную рознь, мы не занимаемся какими-то противозаконными вещами. Мы рассказываем о нашей истории, о том, что у нас есть морские названия на чеченском языке, есть лодки, рыбы, всему есть свои названия. Всего этого, если бы мы не имели бы выхода к морю, если бы у нас не было бы непосредственно доступа к ним, имелось ли бы вот эти были названия на нашем родном языке у нас, нашим словам? Они не нужны нам были, они бы не существовали. Поэтому такие моменты, они очень важны. Да, параллельно с этими, конечно же, нужно рассказывать и о фальсификации. Я сегодня опубликовал, взрослый человек стоит у карты, медицина там и так далее, говорит, наша родина и так далее. А там 3 куска, я-то 2 только отметил, 4 куска от нашей родины они включили в себя. Я не против, если они включают, но сейчас отдельно думал, несмотря на то, что вы вежри долдere, ворх юст адаитин, договор подписал 71 тысяч гектар лат диттин шаха, харат хаю бош, до сих пор чукуш бош. Садеде хена наху ханбел бол лилош. والله صناعة تسمع وصو بشلام أتصل أدوار بدأتي سنارة حاضر هو الأدوار لاش دين تانعهم بيشكوات مكستات مو بوستا كل بوستا وبشي سكور سوا بطيق أنبل النها بوش بطيق أنبل النها ويا ليه بعض صديق إنها نها بوش هند بيتا هند اللي إيدوش تتا يهودوش يلا إيش مش هدالتي يا ولد يتاقل عشان يلبس يدوك تاني ما ده إذا تعرف Ну, в любом случае, Ахмад, что бы то ни было, мы не называем, смотри, мы не называем примерно народы, мы не оскорбляем, мы народу фамилии не называем, мы этим людям даем определенное, допустим, потому что это лжецы, даем им другое название, чтобы защитить там, грубо говоря, какие-то тех достойных братьев. Но факт остается фактом, Ахмад, несмотря на такое, 6 лет уже прошло, все закончилось вроде бы, нисколько, процентном соотношении резко снизилось. Был такой пик, когда снизился, и мы занимались только нашей историей, и сейчас пошло обратно вверх. Грязь, доводится, ролик, собью ролик, шей, молодежь, сапывешь ролик, ищу кой шош, бушон. Питантыш, сюлишни, войнюк, и раскашни, войнюк, и хахар, арба, гюжишни, войнюк, и мляш будешь питантыш, просто-напросто. Да не нужны нам это, понимаешь? У нас грузины это соседи. Мы им вылизывать ничего не должны, лизать им ничего не должны. Мы говорим то, что есть. Мы знаем что-то. Последний комментарий, который написали, представь, нет? Человек, нардинец, да, написал грузину, что в Грузии на самом деле больше ингушей, он пишет, чем чачанов, оскорбляя нас. Собор дела уже. Иван, зашкаливать тебе, что? Тюкен Агор, на правую сторону, метров 100 до Вошту. 29 человек. 29. Алло. А ты дай مساعدة по 100 рублей. Алло. Раз, свежий, ладно, шкарвал, аж молодец, пошла вина. Он пишет, смотри, он пишет, непосредственно он пишет, больше, чем чеченов живет там. Там, по официальным данным, которые есть, проживает чисто кистинцев,
плюс-минус 10 тысяч. 10 тысяч палестинцев. Это исконно чисто ногчи тейпа там. И все равно пишет. И снизу, несмотря что оскорбляют нас, валлай, мы скрин сделали, прислали. Причем прислал мне сам грузин это. И снизу пишет осетин. Этому человеку, который оскорбляет не осетинов даже, а чеченцев. Он пишет ему, какие достижения, если вас там больше, вы достигли? Допустим, наши, он говорит, осетины, которые проживают в Грузии, стали чемпионы, лауреаты, и он перечисляет. А что вы достигли? Что вы сделали для Грузии такого, чтобы так говорить? Все. نقطي بيز نقطي أصلي حاجة نعمله إلى واستشى مسكوا عشوبات دينا بوس نقطي ميلدو بيوخ يلو لدرلو نركمان الكحوليك كيف واقواسين تعنات أخمات يازين دلا يقيدك دلا شام يلو بيوخهم حق يتشد عشقوش هوش بوشون هرش دوشون وش دوشون بوشة كوركتاش ليشو قزع عشو وصو قوقو وناس في على وقته 장가가 위치 소모 보고 왔어 저 어디 장가가 위치 산업 밑에 빌트마갈 هم دوتو ليلوشتي دين دوي شو إذا دين عامينا هو إذا إتياشة نو هي شو هي عاوز صاف كور شو تليفون خلهم دوك ودي دوتا понятие простит бяхчуни ден صور يمحوت الاستورو بليشي كويس عدو عيتردون أسي شوتي $100 أحسن عدايت نو 300 روبلي دلا روبليش لقي أخشى دات شوتي سويقا روبليش دولش أخشى دات يورش دولس شوتي والله تودي 30 чем-то يوردر أسي 25 يورو سيادة يقنون وقت يعطى 38 يوردر إسي يتصدق دلا سويق وبشم سويقا دول بيسيا شيسيا يورنا أخشى سيادة يقنون أسا هورزا إن شاء الله دعاء تردو أشا دعاء تيلا أشا نا واسطة ديش توليروش بيك بوقن يعبو وجمنا واسطة ديش يعني تعب بروبليم شو مدى هيدا بيدا دوش حلقش اشتدام دايت تهجيم ما صانع قليات صحيح تبابيز هورا موصول كتوات سچتيرو شوا تعالي تعب بروبليم شو مدى да я понимаю سؤال خلا فعلا غيرت لعينا دوتش عينا حال خويتك الله وحاله دع دول دولش متى أحسن طبيت بيس ده ساد وحشة تسيش ده دش بعد دي ساعش دولين غولي غلق دول ده تون شادك تتو قزعة سزر بلاتا چتيري چمت وسيم صوت چمت دو سو حقوش تكتش دويت صوت يعني 30 يورو نلوغ общем цвет. Так что куда моду عادة ديس по мере возможности شيء كويس دو это دو لوردو ديل داعي وحتلوك مخالط سواج لو جبنا وصل دي وشو استنسان سياسي تيجي بيشتغلات أخشوا دوي بدرش وشاهد اشتين كيج ملوتي هربو شاهدك ما دي تتسيك شاهدك دي خزا ما ديتي بom bojem švart temna šeš čak olši očta da ima nič قزع باش بوس قزع بول جاga لا هادو جيم بيت خير بوش يعلو أن قوم غادي يشتري دوش وشو دي اللي أخذ له أسي هورنجي بوش عشو داجينجين أولشو إيه دولشو جيز دوقة ودي تعوه تلك لا ديز بابل نيتسان بيجايو إيتا وجينا نشتغل زي باي تاب نعو شو هو إيوام سويتو عشان ده دلك خزنيس نو إسفوز واتي لا ها بقلاش عشفك لا تليلو شو بس أحمد ها أقوزا وشون سوين واتشو ها شو لدو دي شغل بقى استلم حطي هو دينا да so хуя за скоро humilitete положение я сунде аж он буквально
Я вас прошу, чтобы teriyatsa aşsa priminat ya çeso sih da derzina yok efiri çuvolşun dikduy ama Да, шо, что да, мола. реакция микшдуй, что да, что я всем сейчас вернусь, и мы продолжим дискуссию, это очень интересно, а два Да, мала. Все, аситя сих отключиться до чтобы это хан яцвой. Я отключусь и сразу снова подключусь, хорошо? да, мола. Ну, Алару Ахмадин Т1
Assalamu alaikum. Budu. Başlayalım ilk görüştük koy. Valid marşoğu. Nokta 95 ve aleyküm selam marşoğu.
Başlayan через 5 минут hawa eller da YouTube чуаска остановится свое эфир. Hawa lot. She wears la heute Produkte. Elhamdülillah diku hamuo hudutiga. Nokşo moyo. weer geit laat. Alles beloop staat weer op school. شبه كوتشانا شبه حبيل نتسوى يدي غنى وتصوشتك شبه حبيل نعلا شبه كنبيش أيوة حاوش هنسيني ألغي دحت سمهتو وغشانا ورشتو دشنش دعياز دي لحال سو دعياز دي دشنش ورشتو فرنسوزي موت بيتشتلا أخ سوى دعاء الموت بيتشتلا فلاح عدسو كل حين عيال جدول وإلا أحمدتو عشان بيستنقم فرنسوزي موت باسر عنال في الفرنسوزي بوتو خام تغاس عموت هو بيس الشعب سوى أقطع شيء أو دي قي دوشالة عايقة خشتي دلت صنداق شادي سردوك شادي مدش نشتي على سوى والتخيدي معك قدول شخينا إذا يسمع يريد تغشر حلولو تيال عيد الخيس تدير خدا يبصر ور خدا سنام سكر مرح وزمخكر أروع لو بانسي قاتشير كوا فوق حدا يحكي يلهوت بالج داوي للشيء سوداك إزك هاي جناني للشيء شابيري تسينيا دت دومي العويل سقع فرنسوزي موقع من
لك إبراهيم جاز وعاد شورس إبراهيم قاوم بيحكم بيل إتس سكوري تاني تعجين من سخودا حقرع السلام عليكم. كارتا на футболке это бывший. خذ ايش تقولوا بليش بقى مش واي صوري مالك السلام عليكم استوروا بيت عدا ترشون Сауры, он вечно любит, когда другие каким-то образом содействуют, но сам никогда в этом участия не принимает. Ой, да, الله ты наказ, машаллах. Да, карта бывшей территории Чечни, где проживали чеченцы. Это даже не вся карта, такая небольшая. Ареал проживания всех новых обществ. Все, уже سنة تعطيش قوقع شوش أخطونا ويتا والله فيديوش بلوجش أولي ترى إيش جاب آدم سيدين أعمد حموم ما شاء الله هرش بوش أخطونا بس عشان هرش قايم هرش ده ديل متكوش عشان حيد يل فورد مونديو حيد يل مرسيدس وش هو قصص تعطي تركوا كثير شو حقنا جمال Sam Lori, Hokwa Shisha, Torpay and all shot on afterward. Then Musha Nuka. Hooker son is Herocha. Such addict. Hold there. عايز مبيع хотя бы подписаться до часовки тогда хванешь. تعال подписаться. هو قال شو يتشي حي البو شو قال. قصير ده توما ده. هو تقوى تستوي دويتري ما شاء الله. والله لا عايزين. ترو يا نابوش ما شاء الله. كل خداش مقش عوي. خداش شو مقش اسمه ده لوك ده دويل. حاجة. أي دوغ أنا السلام عليكم. وعليكم السلام يجري. على رو أحمد دنتير اللي اعتنوا على رو أحمد تأخره. ما شاء الله ده يا شو تقصتوي ولا شو؟ يجري. أحمد. ها. تايب ما ميلشبو تايب ما ميلشبو يجري. هرش أتأدينا فتاة يبغى شارع وورثوا. والله سو عنده. ورثوا وين؟ تايب أنا عنده توقم. أرسطو Красавчик. Вот это شيء بوخ بويزون ده دقوا أخوة ده لوكس. هر أنا قلنا وما شو قلنا. قلنا هو. بس فكر لنا هذا فنوشي ده صدق أصل لا يوحنا كده سالي لك سو في كوس واحد هي شيء هذا إيه اللي غير. ما فاكر من دوي لانوش. والله. قلنا الله يا شيء ده. هو كان بينتقنا. هقول. كل مو بنا لا. حاسة ساهم بوش أو حائرات إندرشون تقوزن شيء كيك سادة شيء بينتقين تو. ما شاء الله. أول الوقت زي يسمع. حاجة في عندك يعني أكثر من توينية. لا ما شاء الله. يا يوتيوب وش كده سوق من يسأل هن سوق شو بريت تقول جيم سوم قاس جا نرمال نا أو قد نستدلوا كيتو كان جيم تاس هو فورد من ده مرسيدس يشوالي نبلو ده ما دي أخذ أحمد بعرفوا особенно самое главное сармела алсам подписаться дичь вы кузахил что события в Европе ахил что события шайгу что хочешь нам побольше максимально подписчик будет массанар был вы хильчо вы гоуши делиться дяш инфо ахайн ход сар шен ход асен хога вы алсам делиться мелдо дикду ажал галгай аязина орство галги баси сошя туком орство تيبان غاندلو وشا نوخشي وبوش حبوشو اها يقولاني وارستوي بات سوشا نوخشي وقالي знаешь نوخشي دي حتى نشدينا ها انجلشي تعبيسين شارقوي بوشو ما ده تساشن لو قال يشوشتو نو او تسانس يا الا دات ادلنا بو يا ويشادك تخط شادر سقامدو
أصحات تردير غلغاي أدلنا قاندو تانيش دينا سمعت إيه يوتا غلغاي 06 لازم تانيش دينا نوخشي چوح عشبول تيبنا غلغاي بوش نوخشي قومخ بيش إيش نوخشي بو Ингушетия ашбеш отдельно галгайбу отдельно почалку шей парламент и кудигду. Вое шухош дуй бос приписывать ваш савац. Нохчи человек ога нохчи человек тон тхаш му дуйцаха о хулил доха о му вежерил доха о хауй сауй ихум шлилаца до. Пошядешь сакамду. Да ахилладу. Но вот эти вот сейчас задавать я что вопрос что нашхоил ваша ва мавала. Вот вопросы, которые ты задаешь, которые делят на сегодняшний день у Арсквай в процентном соотношении, если не больше 50 или 60% проживают на своей исторической сонохчиу тайпан галгау. Все, так прет асумат сабах, дал духуа хуэль, Аллах дал мукшал уэль. Уэхред умат сабах так. Но я хочу историческую справку сделать. У Арсквай 60% нохчичуа асму. Процентном соотношении, процентов 20 аухя ашбу, без нашей Ингушетия ашбу. Исполненную территорию Шерихиц в 18 году Бартхала демаркация границы подписали Чечня и Ингушетия. 8 сел, которые перешли из Арспоевский в основном, Сагапши, Малгобекский район, Карабулак, еще в основе своей Уаспа ашбу. Они были спорные со времен Дудаева и Аушева. Но в 18 году, когда нужно было границу решить проблему, этот вопрос закрыли по-братски, сказали, что война до увещать, и мы разошлись. Согласны, не согласны, гордуй, вождуй, бордать. А то, что в горной части находилось, оно никогда не находилось с территории Ингушетии. Оно исторически на протяжении последних 200 лет, 300 лет, кроме короткого промежутка, все время находились в Чечне. Но из-за того, что проходила контртеррористическая операция, когда происходили вот эти в 2007-2008 году, как сказал президент Республики Ингушетия Евкуров, эта земля оказалась в легкой руки, присоединенной к Республике Ингушетия. Но издадирзна уже, издадела войбову куду. Если мы считаем себя отдельными регионами, если мы считаем себя отдельными республиками, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас Ингушетия цвела, никто не против этого. Но если вы говорите, вы отдельно, мы говорим, нокчичу, халат наш, ачхой мартан, ела, семаш, ела, Сирноводский, ела, Бумт, ела, это наша территория, хартхахели, хардуй бошим шмадиц. Эхтейт хабу, Уарствайт хабу, Тирвайт хабу, Мелхейт хабу. Всю жизнь хиллабуш. Никогда в жизни ни одно из этих тукумов, тайпов не имело отдельного ничего. У нас одна кровь, один язык, одно ДНК, одна культура, одна одежда. Единственная разница между нами — это немножко диалекты у нас разные. Инс Ахмад Масла наживил второго. О, сатигарон. Ой, а тебя уя уже. Айру. Айла. Инс, допустим, Айла Масла Орскоевский диалект. Твархохом бьются но он имеет право, допустим, Орскоевский, у него может быть голландчурский диалект. И ничего такого нету. Это не обозначает, что Ахмады, Айли, ищи разных властей. Царил хельч, цаци хельч, цамуах хельч, цабанш хельч, дуахарца хельч, роши чуч гергелоша хельч, хок кырказя, хок дюнянтя. Ой, сан цатер кицахилат хельч, так минх чхома хельтха. Тошедаш пацан. И еще, Уарствай, Тирвай, Бенвай, Алервай, это не нации, это тейпы, тукумы. Масла или вар, гаш, олвай, некой олвай, димту олвай. Но не нация. Нация — это нохчи. В древности говорили через А нохчи, сейчас уже в 20 веке нохчи через О. А русские нас, когда завоевывали, когда воевали с нами, от названия кабардинцев, которые называли нас чачаны, шашаны, или осетины нас называют цацанами,
от них взяли название и дали нам чеченцы название. Но сами мы себя никогда не называли так. Мы всегда являлись и есть Нохчи, Хилладу, Хигду. Доказательство любовник Хавиан, Хизган, Амаден, Яцаит, Айлен, Яцаит, Чуоли, Самуай, Хазасар, Хаттерду, Сун Хархазир, он Мичархаза, Сун Мичархаз, Ой разный дала, Ой Бух разный была, Ой Ци разный дала. تعال вот особо дал Амад. Сам кучуа исай, тайфа тукоса миру ацаяца, оро балор даца иван ханакуеш. Цунде зазанта, лалушки боя хитсо душе. 24 человек, 26, машаллах. Всех деревом. Окей, дол халдук. Москва, Донач, Миша, Хазал, Харгушишун. Я, Гайл, из... Хара, Гепла групп Шушун, БНК. Хош, Маситтушун, Харца, Йо. Масла, Скан Эфира, Гойторишун. Харши, Йо. Хош, Яцош. Харш, Ко, Йо. Иша, Деш, Сут, Ядол, Тейпнаш, Харши, Йо. Шун, Иш, Гурдаци, Аскан, Улебер. Хок, Яха, Хагойчду. Мюлх, Тейпнаш, Машу, Халх, Цанибу. И вот на этом генеалогическом древе буквально 600-800 лет тому назад Волгы Нохчи Цадайш Бошкала. Пускай даже 1000 лет халита. И причем и информации в основе своей Волгы Сачтир Хаятишу. Нохчи Сачтир Хаятишу. Дийца, уаха хошербу, кисалурбу. Но вы, когда оскорбляете, вы, когда задеваете кого-либо, называете Европе або свежли санохши он вежли хуниадин бичкири чбуй хош буй уш буй специально Европе або нохчи цабол нохчи юфе питан тагач цабах меттик цабит тагач айдал сант эхах тагач үш хылык байтгач аш үчөл хумша дала шу и дүйч болчак бахсунас ихири вала мүжди вала гаску милла вала дал шик яхтар цга и питан дамадоле хондача Европе адабан бол вежри үш шейриц клокш шей мокшалтая варч цац дикна он адабан ас политики цабючун ас простой нахтуец. Мы здесь абсолютно все простые люди, цава вешу, дава вешу. Так, сундера Амад, я понимаю, что ты шутишь, пойду короче, ногчиш, забашивая по поводу того, что ой, раз ты тейпнешь, что инсгуной хайзбовой, эсной забашивой, варандой забашив, вы ишта забри гоши юка, ой, hazloyosh, вы забаши гоши, والله вы забаши, вы юка яшер, вы забаш, ха юси, шучар мабахари, это же ваши говорят, это же ваши говорят, что у вас. Наши шутят, наши умеют шутить. Общего, любочу, заборя, с масла с улья на вас уж 2 того. Алиев. Азербайджанец убош, хайзвашуй. Алиевар, дукка президента Алиева. Азербайджанец. Сюли шибу Алиевар, а сюли уи азербайджанец убош, хайзвас. Тем ногчи тейпнул, но мы между собой шутим, мы имеем право. Но если кто-либо, который себя считает чем-то выше, чище, лучше, начинает ковыряться в нашей истории, в нашей ДНК, в нашей, как говорится, этнографии, мы в 7-кратном размере, по крайней мере, 101 мелу ответили. Сун данаш годир дала дата, что цада цависа, ассей волха 101 мелу се нохчу он банда. Алсам се вежри хули, цан ботлик ворду. Цахули Кана это чревато какими последствиями? Кана дан лашу горани дюзошкарбу. Итте ахулиршу массе дюзош кенти бош. Но сунсалят месье Пужу, я француз бош. Цан беш халит. Доса шиши беш нем Германия. Хабер яча найн бош да болтуш. Но чему отхаться немецкий отхаться. Иштол хума вей таган ладуш сахач вей таган да уж сахач. Никогда в жизни вы тихо халкурият.
Еще один момент. Исторически. 13 лет. Я знаю, что это небольшой срок. Сейчас это уже не так много. Во время депортации шудедаш, свойдедаш, денан, ойшадаш, то скотский вагон шудуятин Казахстане, очень много случаев, когда умирали, просили и говорили, Валлахи, биллахи, таллахи, сотнями, тысячами, оттуда шейдейш, нанош, бельбол, дак, сайан, хох шейдей махкац, ах, даю отношу. Есть случаи, я это рассказывал, Амон, может, не слышал. Есть многие случаи, когда Амос, это есть почти в каждой европейской стране, есть вот эти организации, есть случаи, когда я лично, мне присылали информацию, говорили, если этот труп не заберут определенное время из морга, проведут кремацию, сожгут и развеют. Ой, адат, дати, дагдина, мохи дай спасен, да. Там текчудан хуйцару. Сундера ихум цахилита, шут ихия мукш мяш қиита, шут берша, шут цадах хари, шут цадах, шут бух халит. Цена вай хазгал халит, вай цена ярч халит, вай дейма халит, ва алейкум салам. Була аштот хо, и ларбяш эдук вай, цана даца диош ашту. Дадан до шуга, дешер, шеш якнил капяк ларьер, шеймелла цах цину дина, шей цахумда аш капяк игалич. والله سونخا казино, дискотек, эбахайт, виски, эрманьяк, это все мы проходили, мы это все знаем. Это молодость. Она забирает вашу силу, она забирает вашу деньги. Она забирает, вот именно, она забирает наши адаты, нашу культуру. То есть все, что когда ты начинаешь выпивать, кайфовать, выпивком, гинцам, уже можешь вот до того бершего, до гинц. Главный наркоман сагальчан. Я эти проблемы знаю просто as ихун сахирил. Уайхауш дукка зуд бешту, бакинах бог, 60, 70, 80 лет, бакинах бог. Я это знаю, потому что между шхадуэл дуэлчики солон лямниш цар такой где. Хоква хару, эцва хару. Я почему? И гулиешь беш, меллек эсгэбюч. Диклиеш беш, чемпионш, стекс постивинок, кидегдинак. Ин связи были Германия, Мерседес, завод Даймлер, Мерседес, завод Болбеш, Нохши, ца группу, именно Геленваген собирать ешь. Сега компания Болбеш, Нохши, Бешту. Свекца запись, хайатнир, Таксопарк Хайлин, Франция, название Нохчи, название Телин, Таксопарк Хайлин. И опублик. Это Германия будет человек, ален, но совершенно контракт бар, бабу ясбар, оглашать. То есть там закрытый сурч долше и вариант лилу ясбар. Поэтому савуалачу. Вая шухаста дикдица, вай меттек алсам харю, но вайн уштекуду. Амасам там чува, на. Граддуу канаас театр болоокаар хаан бодож тацаа нарны ялх юуруу саун шиш но уукаар киет болшаад гонаа остал харвай болха сатса сотичем ялла деба дебит кедегда бокстой амаду шедваглаште но вай болха и хилар цахила хила жигербер будет, то есть усилится, станет лучше, сильнее. Цахила медленно, новый даун лаха даур дошту, соцер доштат. Мелла асамай гоушкача, самое главное, вы будете в курсе всего, все, что вам нужно. Всегда наши предки говорили, ше ворх де цацаху швек, ше юрт цау швек, тейп цау швек, тукум цау швек, ше лам цабо швек, ше бау йоцек. Я, в принципе, перечислил вам ряд небольших. Он не является представителем нашего народа. Он нокчивать, он рилк дать швет. Хоокчун алаш бахкош ашхельч, я халокча хал айблуш сахельч, я йох зудиала, я дюзал зудиала хайошхельч, бахкачна нет бючхлацан хунд элч, цукан вирек мирусаху де, можете ойля херу, можете элем дорстекру, ши адач ду ши рилк ду хуман. Камирша, забарша, цеюшелёчсо. Там очень много моментов. Если вы услышите это, что самована дела, мамаш, вош, один пример я приведу. Или Амон занимается носом. Вчера в 12 часу ночи я заезжаю в кафе.
на вас цены, кофе молчу доктор. Круглосуточно Starbucks куда. Starbucks это какое название все. Я не буду сейчас говорить где, что, но чтобы как бы лишний раз не было лишних разговоров. Заходит, там внутри находится 3 клиентов и 2 бариста, которые обслуживают. شو أنا أسريز ونهريز با يقولان حاول عليه وايف كنيكو حاني وهرب وقام وتعاون سوا ولا وشو أخي الريال نونر أخي هش حيون با بدك دي إصلاح زي просто-напросто سو تعجين долбанутый сай квартам баш дика моласи со сатуяс сайдага астогфирулlah или ас سأل عسل سوش باس молодой пацан лет 20 ему 19-20 ночью я бас уша бас это был и уж был чарга бахас что ночью дуй бас дела вот манон что цан хаза интернет что хаза цан хордон у бас что пан что самуша алру или у кому алру или isn't there some milk type eller så إرسنو إلى الماسون ساتيف إلى سو أخي أشون باس أحمله سو نقشي وباس تيبان ملو أنا بشوتو وباس شوتو تيب داتس تيبان ملو أنا ستو وباس هجل باس سامو بوبوش بنقشيش يوقع إن يحيوش ليش بو ست واي غت واي ورن واي حك واي بحنت واي شوتر وباس نقشي مو وباس نقص خلش ده سواش يلا هم هردون وجدون هون سؤاله نقص ما توند بيشو أخي أختي أختيشكي مختيشكي سوور نقص مو سواش يا حاجة واست ها يرجلو داتا يوم مش ما ديتيش باش شو يتكيجي دوش لات واحد جبتنا إيرتو باخو حيوش بولشار هو إيرتو با بس با أخي با يوش ما ها أخيات أختيشكيات أختيشكيات بس ها نقص هنا أس حبيب سبع حطان ليشتينا حكرست وات حميشجي وات حجكتي وات حيدال قولق ولا نقشوا حينقش ما بيتها إلا بالله أعلادنا نقش ما هو خوش وقيدك دلع مصلى باخصم إساندل هما أستان السنبا я это привел как пример. Если кан Франция может был абюла, миссия был абюла, герцог граф был Германия, масла басом, пример я привожу, абюла, так жим дош и нокчал до. Юлца хабах целя, юлцигер сообщение саму хаят и проблем союз ватсум унияды Афганс бари хока Африка бари хока нокчиш хатлятит нери хинсам лах дилай дел хаятамс нокчи курпа тига беш сажим семхил متأكد هذا ينسى السيتواسيون خلش أسيتها يوتشياتي هون داشة دال شاق الدرقشتجا ناخل مدافع شات إني سولي عوري عن تو كلبك وقع السرب ولا برازيلي ولا هو يلاقي إذا جا عرب ولا إجل وقع يسيتم دولار أقول له أرى لا نقش يبوش ليش يات سوندر نيتو تعزشيتي نتناليزم ياتي وقع وي الدنيا انت عشان ديش غوشتوا مصو متنش غوشتوا وي خيل ديش 20 مليون بيدا داتسوي خلق كوشتوي اوارش ياشلوش لاشتوي داركوتي كيماركوتي قيت مالاش دوق خلق كوشتوي تسوندير لردل نوقشي قام لرديش غوش عاوز ديلا سيج تسيدا حارة كيسيدا حارة лишь и тем хильча очень много разных тем можно вести. Не обязательно это вести там, ну, именно за кого нужно уходить замуж, на ком нужно жениться. Можно вести любую тему. На любую тему, шутян адахин, дела, проблемы, арвайтан, обсудить их. Я каждому предлагаю. Кто хочет выйти, поговорить. Главное, материться, мади, дени, нани, мадят, хидик, мадиц, история, ла, география, ла, адач, дала, тейпниш, дала, тухумш, дала, сюлюш, сани, вайсрилуш, тек, дала, гюджиш, свалилуш, тек, дала. Бедати. Любой чунцане. Мы можем это обсуждать. Ой, ночь حقوشتا. أتصل هم ألا ديتا يشوش متي خلج سم
إيدي هو قميل دم طلعت ياتسو ديش شو وين قميل ده ليش ياتس سير بوكش مباشر عم هو سير شو تيجو تي ما توتي إيه Вот Ислам, потому что аспект был специально вот сюда рабочий ход. Почему в 10-11 часов ночи эфир ты делаешь, Оль? Все хатин масла рабочая. Царспеш, обещан, hulk отбил. Самое золотое время, ну, Россия сейчас находится под санкциями. Здесь только через VPN мы можем заходить. Европа, Америка, там часовые полюсы разные. И если здесь 11 часов, Германия, Франция, там может быть 9 часов, 10 часов, 2 часа разницы у меня плюс-минус. Для них это нормально. Специально из Европы, абеш, Иордания, абеш, Турция, абеш, ой, связи, душ, Америки, духа ночи, беш, что дадан, шеш, дамудана, шеш, бог, беш, чтобы люди знали, чтобы делились не только там информацией, как что-то новое. Германия, дух, беш, тигр, архив, шкаусашу, библиотек, шкаусашу, да, переводчик, дух, взаимодействие общее, делиться для школара, это ула дикумада, да, цундера, поддерживать. Это мобохин цар мюрора, такого главное умение слушать и донатить, и слушать и донатить, и изъявить талант, я це очень иди дони мантено. جيم حضر ناقة اشتا ترى ايوه سقو ما شاء الله ما يجتيك اي كياتين صح чисто по весеннему вообще васте хилар да خلاص تحت ويس باش شو تسالي ودي سوا صح ويس قزع ويش انا شو تسالي يا صح دوك حبايس قاعد والله اصلي ده تصور انت Ну, покажи. Это что, мелешь партия, حاجة تعال هذا حسد اللقاء. فرانس خزشون فرانسا جرمانيا تيجا بولشانم شويساري ورا تكون خاصة يرتون حوار سنهم دري تيجا قيوقميات سقط الوهد شكابل إذا دي أمستردام نجح أمستردام هو حاجة موجزة أو تطور يلا عندي ولا جيم قوتش أيوة بنشوي ساعة حلقة إيش خلص خانير هين زوج شو قايون دوات تووسين توقي تعال دناتنا أو خش شو مدات شو دي أشبه دناتي جيم آخر سنة وسنة وصدي بوز بوز نيسم ده طول سقول إيش سитуация شيء خطر что связь дочь شيء خطر если دلا حتمي يا أخي تبيش ده دنات آخر دويجا نادا عاد لقصني واجي مساشوت طول ده كان دعاء تدوق دلا دم يا جماعة دو زنجا آخر ده ايش غبرة تعدول دو Если есть вопросы по истории, Цаудала, да хаташ. دلا دلا باشلا الحين جيم ولش أشكو مرتا أنا كله بلي شورسا أتيجا ح وحين إذا كلوجنا شورا البته دوستان أقول سعور سيجا سعوريز سوي يجتن دورتان خیلی نه نوح چی ولش خلاوه باش ولش خلاوه имя. Но есть такая версия, но этой версии сейчас многие пытаются избежать, и мы много раз говорили об этом. Кстати, Хонхайта, Ачхой Мартаня, Вадо, что Хинсхиду, Хинсдуишлока, Фартанго, что Суншихена, название, Фартангетса, Халацию название. Ачхой Мартаня, название, Даут Мартан Хала, Эзриках Мартанг Орша Хала, Нахитхи Орша Хала Алязиндо. Есть такие. Это вот что касается нохчи, через о нох имеется в виду нох, не нохчи, как сегодня пытаются оскорбить нас наши соседи. Это зависит от того, что есть сейчас уже очень много косвенных. Руслан Бошвочу, Донат Тятин, Руслан Далсидвар, да, есть такая версия, и к этому есть очень много доказательств. Допустим, в книге, вот, чтобы было наглядно понятно,
Есть вот такая, есть у нас великолепный чеченский историк, один из самых лучших, он проживает в Бельгии на сегодняшний день, Хасан Бакаев Бошуй. Чеченский этногенез Элкинчкю. Здесь и в других еще книгах, я в эфире часто рассказываю, есть, допустим, такие ученые, как Мар, такие ученые, как грузинские ученые, еще несколько ученых, которые говорят, если я не ошибаюсь, рассказывают о том, что мы с армянских источников, что мы произошли от пророка Ноя. Нас называют вообще на Кавказе проживающие автохтонные народы, то есть коренной камништуй, музашей орумбош, эдахна дочь, завоеватель хабахна боча, щебулара коренное население, ногчищах, непосредственно нохит эхинах и оли, называли ефидитами, он нас называет. Ефидиты называют иофет. Ефидитами называют нас нох поймарик анта иофет бог, с эхрилацион. Иофет бог. Эц иофет эхинаха нох поймарик антуй, сунах хадилду Кавказе Абдулла, автохтонный камеш, масала лезгинч, масала нохчи, масала гюржи, ну, Галгар в том числе, конечно же. Эбяхтин бош, эц камеша, еще нох поймарик хадилду бах. Иофет отво. Царах Европе кавказианский рас ол, рас киша европеоидный рас олцнах. Америке и Европе многие называют кавказианской расой. То есть это те, кто появился с Кавказа. Так вот, он вот, по их версии, я тебе говорю, один из версий, он говорит, что именно что мы произошли от пророка Ноя. А наши предания, которые рассказывают из Пахача Дюйчтега, как раз в Окуду, и Ноах, именно нас, Чи-Эль, Ноах, Хадилду Камдуй, царь и цей сохранить, на Иштхаяну Эль. Таязин Канадуй, Оли, Цацбола, Ой, Сгамуешь, завистью чель, Дуак Ажур, Шуншхат, грузинской географии 7 века написано, что мы записаны как Нахчиматяне. Кстати, это подтверждает вот эта книга, написана не чеченцем, вот эта книга. Написал ее Абхаз, и также многие ученые, и грузинские ученые, и абхазские ученые подтверждения. Он называет нас 7 века Нахчиматянами. Нахчи, Янка, и армилу ощущает эту шумду хейнс. Гюржи швилли олит и ахмунту, допустим, айли вала айли швилли хиуха, Грузия, масла. И швилли бога, и, грубо говоря, грузинский эпошумю. Вот точно так же армянский эпош янки, но ян, алязидуси, и янка армянский добавок ю, а нахчи, и там есть и карты, то есть вот эти вещи, это древняя история нашего народа. Многие говорят, что нахчи это именно нах цутир хадилду. Другие говорят, что нахчи бога, нуха хадилду, камдуй, царь хадианду. Но более старшее поколение всегда придерживается к тому, что нох поехмари церх цунци и ашер цунтир хадовша и церх сохранить на ожду. Там 2 версии именно происхождения нашего. Да я маси тутья цатио пючучола, ой цадиеш. Дуак аж, также эльншу царь нехчах олари. Сыр яшкалери, цацапючу, цацатюрнишуч, лечь, цаясумшу, но иш шейда гвюхаларитер что. Цундера из воксебухог, элег абсолютно не сумаду, бакумаду. Раньше просто-напросто самая большая проблема в нашей истории в чем заключается? В том, что мы не записывали, не фиксировали это. Вот это самая большая проблема. Если бы все из Аханхезабакхан, масла, представь, он единственный в любом случае, если бы зафиксировать это, записать, это называется полевой материал истории нашего народа. И чем больше вот этих историй мы сохраняем, а люди не верят, давай, башлам, маслабас, пич-бичу, айла, пич-бичу, амад, пич-шабиш, пич-бичу, а еще раз, мужги, жюкты истории шиш. Вот ты шляшкуется, Бог доволся. Смотри, абсолютно верно. Одна из версий самоназвания Нохчи народа это то, что мы происходим
по идее, происходит все одно. Но и сохранить поречие, еще война в Шиканду. И что ситуация. Başlam, tamam قاعدين هنا was نوش ما ترى سيرنا كيف شغال بوش وحيد وشو شو Я был на месте, где раскапывают этот ковчег. Это Чеберлоевский район, ныне Веденский район это. Я был на этом месте, я видел это все. В то время они под землю ушли где-то то ли 29, то ли 19 метров под землю они ушли. Да, на самом деле туда приезжали со всей России, Германия, Цевенца, Нокчивор, Лени, Ахказуан. Были и такие случаи. Но, честно сказать, я в этом не видел ковчега. Это мое личное мнение. Для меня, я более реалист, оно похоже на сооружение, сделанное руками человека, но на ковчег это мне не похоже. Я не говорю, что за то, что царь Кахуюк сейчас Бог доказать, что она Бог будешь себя 5 с плюсом, но по сути своей, хотя они и книги пишут, уже и доказывают, Кахуюк щеку я цепя. Но для меня то, что я увидел, так сказать, с точки зрения моего образования, то, что я знаю, я очень сильно хотел бы, что это было так. Но я... Если Хильча, сразу же Бодыгдич, это, во-первых, полностью опровергает эволюцию Дарвина. То есть дарвинисты, то, что в Европе все говорят, что человек произошел от обезьяны, Богштег, уходит. Это подтверждает все священные писания, в том числе Библию, Коран, Тору. Это тысячи и тысячи туристов. Это 1,000,000% однозначно, что мы прямые потомки пророка Нуха. Это зарождение и вообще распространение по всему Кавказу и вообще местности, где был потоп. Первое место, где осел, пристал ковчег и откуда пошел Ной и все животные, все, что было на ковчеге, получается, было на территории Нохчичу. Центральном. Но доказательства, которые там есть, которые я увидел, то, что они показывали гвозди, то, что они предполагали. Да, там есть очень много странных вещей. Допустим, он как треугольничек, если вы увидели, наверное, в Ютубе вот этот кусочек, они говорят, что это нос ковчега. Удивительно, что я могу пояснить. Во-первых, да, там они из камня, когда ты спускаешься вниз, видишь, плитами вот эти камни лежат. Они говорят, что это окаменелая древесина. Ладно, допустим. Это тоже немножко странное. Вокруг 10-15 сантиметров штыковый бяк, шумоватня, тут несло. То есть там нету почвы для того, чтобы там и деревьев как таковых нету. То есть те деревья, которые пускают глубоко корни, там это альпийские луга там в основном. А на этом треугольнике 2 метра почти что чернозем. То есть и ковчег больше умереть. Тут я ажлата до тут я кешништу, которым 900 лет. Чеберло кешништу до сега. 800-900 лет до исламский кешништу сега. До шестиконечной звезда Тиайолши, немецкий свастик Тиайолши, пентаграмм Тиайолши. Там очень много всего. Это очень древние кешништу цитядешь. Аж лата до цутя, мож лата до шиметр, почти кварга лата шметик шутига. А вокруг везде нигде этого нету. Понимаешь? То есть странных вещей там очень много. Но утверждать, что этот ковчег, там логически просто-напросто получается так. Когда ты считаешь, Варанди, Аязин, там они рассказывают, что это местность Джудди, Бахца, ударился о какое-то высокое место, и там осел корабль. Ну, то, что я видел, то, что мы слышали в переводе на русский язык. А это находится Гуан Алям Ништутига, Нисюка Уахендуи. Это что? Да. И Хульшкульча, из Гух Дауэртени, Далари, Цаддарис,
Но здесь, короче, А? я предполагаю, я думаю, что это было какое-то оборонительное сооружение, Ulan но я очень сильно сомневаюсь. ya ama yok вай дусила да sana hada madiyezi is. Но если это, да, то они, конечно, могут сказать, Амад, у меня бюхадари, юхшешин, уадена эл ищет, маслат, ошхача. Но так он лежит немножко иначе. Там, конечно же, вне всякого сомнения, много интересного. Там, я бы дал, знаешь, 50 на 50. Может да, может нет. Но то, что они книги печатают, газеты делают, заинтересовать, вплоть до трафаретов, дорога на ковчег, ой, тиги, стройматериал, мотор, все вручную, свет провели. Юдж будешь, соуцаться соуч. Ну, ча не так, будешь. Дешит экашмик, шул yani. О, надежда такой холил. Хилит ли арвайн, но, как говорится, шадик Аллах караду. والله نقوم بتغيير Что? Sen met bilgele kanat sana iyi konat sana. Метик билгал яхтан юктен, метик джуди алюзи ишта название юктен. Метик билгал яхтан яц. Но совпадение хунди асхайон, поясню тебе. По всем вот этим косвенным доказательствам, которые есть, говорится, что и много названия с названием Нухи, Нух Пайхмарей, Давельник, Кэшдо, Меттеги, Перуцу, Ахе, Меттеги, называется озеро Ван. Это Нагорный Карабах. Это Нахичевань, первый город Метки, Нахчевань. Это что? Все это находится не здесь. И эта местность находится как раз-таки там, в Карабахе, до заселения этой местности армянами и остальными, грубо говоря. Потому что Шаяпаевмар, Нуахпаевмар, 900-950 шарах, Вяхуайлду, алейхиссалам. Когда это было, никто не... Но там поселение, до сих пор сохранившееся в Азербайджане, в Карабахе, эти местности есть. Название, что там чудо-чудо, Нухи, Кадеги, я статьи делал, Давялин Сигау Бахсари, Меттик Жьюцаль, Агой Святыни и Арибу. Все связанное с Нухай, Нахичевани, Кадек, Нахичеван, или Азербайджан. Все это находится там. Так. И Ван озер Улля Хилла, ученый озер, Шадек Сигадоша, Ковчег Кузамухула, Кузахульшкальч, Юзар Амсоше, Нухан Амун Сайлацун, Маслаба Хасан. Лишь Майери. Я кидек, не получается никак. То есть несовпадений очень много. Но отсюда уаму версин кеген watch хи уамел долу уахрошинеш юхцуна бусулшна хаду шатшен кокан тудаван. Сим хам иафет кокан хла simach simich böyle arboğa jükti negers o iş böyle хамах Шабл бутибач böyle японцы, китайцы, киргизы, казахи, то есть туавовеш. Иафеттаха хабелоша уже Нохчи, Гюжи, Кавказе, Ашбеш. Будет коренное население. Не Тебяхкин беш. Прошу не путать. Эзершал, Тебяхкин был коренной, коренной. Так вот, они так относятся. Что касается Уральского государства, Хуритского государства, оно тоже находится там недалеко, и оно считается без малого, ученые почти со всего мира, их слова переводятся в основном только на наш язык, и на некоторые диалекты нашего языка, и некоторые слова сюлиш совпадать, я что уж. Но то, что они являются самыми близкими, и мы являемся друг другу родственными народами, а возможно единым, уже никто не оспаривает. Это из советских времен идет, это как бы очень много фактов того, что Уральское, Хуритское — это одно из самых первых государств, которое вообще существовало. Считается, что это были наши предки. Ну, родственные нам люди. Я там больше особо ночью бегали еще шла. Да, еще могу же бегладушно. Дикерон, Дикерон, Озар, Дикерон.
Смотри, ладу харду, что возможность моя, когда бывает возможность ложкой общаться на шесть, хауш не слой, а доходите, европейч особенно. У тебя есть ссылки, у тебя есть книги. Хочешь проверить? Хауал, айцани, ой, тага, это не то, что там Айла придумал, не то, что Ахмад придумал, не то, что Башлам придумал. У нас есть ученые, на которых мы можем сослаться. И причем они не чеченского происхождения. Это грузины, это армяне, это арабы, это азербайджанцы, это турки. Турк вообще урарту государство, Нахчевань местность, и однозначно Нахчевань церква открыл. Абхаш и Бошхач, Адыч и Бошхач. دوك عاجي دوك بيوخي ويساني لاتش خوشي ويموك خلاص وش بيوتر باتوي وش شيء كشخدو нормально чара подтверждать что хабов что дольше да архив документ модердич короче есть хама Фактически, бога, ой мой. ой да ну мастер Ay maşallah. Allah da dua oyla dikkat. هلا عقلها يحكي بو ديتا بلد مودرت بلد كوارت بولشون شوارتهم دو لا بلد كوارت بولشون Ой, вообще, дюч хилчани, главное, хош хилчани ситуацию. Дерес хил да си до. وين يصير خوشم ديتا دو يعطي بوش بس وجالي خزعب شاكي بربول ثالث يا بوش Пир бас да, дик чумни сати си шош мон وش. وين تعطم بعد تربو جروز دوستي ايوه بيسبلاتنا جايت بيتو تيورو دلدلي لا ديل دك بوله هيدا ديكا غوت استاج عاجرو ان شاء الله هذا يزرو قد ايه يرسي عجب اي وقت غوكو شو Тони Монтана. Дольш да архивный документ соров перетидяш година. Nettiga samote çok interesli вопрос geliyor. Bu da ya. Değiller mi? صح طلع bu da Yani. bu مستقم Ha, bu o iboksu. O mastokomdu. Bu estukam. Is Doğuşa must deyip du. is tukandu. Nox makoy tukam. Yuk doğuş. bu da reis Hausel? bu Сразу ответил. Ночи кома юка. Исса var olsuna dimto olsuna tanejdina tukum ol is tukumdu. Tukam yuk itsa doğuş. Tukam bu kudu. Военно-социальное объединение. То есть это Тухум фактически это район, в котором проживали не обязательно родственные, кровно-родственные, но ногчи тейпы. То есть Альметяш, in смысла Амад, Нажиртовский уйс, Нажирта, Ашбел, Мелдо, Тейпнуша, они относились к ичкеринскому Тухуму. Потом в 19 веке его начали называть Нахчи-Махкоевским. А до этого его никогда не называли. Их назвали, это первые 9 тейпов, которые спустились на Шхи. Искерк ошхиду нохчи уадош. Сунах хаош искери ошхула. Царх искерк хой. Искери. Юла гуна аш бо тебяхкин мол. Гун киш киечара шеймати дакан ичкери алтилна сунсе. Искерк ош нохчи хиду уадош. Эцхина хадяду назвали. Ца. Шол تقوم بوق أبيسني نوايش إستوي خاطن إتيب دو يقصدوش مثلا دشني مايستوي كي وابي تشينخوي مونخوي كوي я забыл тумсоч антиши кобошу и то починцем догердо так перечислять. Ворк Бархас перечислить, да? Десних майстуаш, ЛС и еще и тюрюк должтать. Хунд Эча им объединяться и воевать. Они в основном находятся в этом Калинском районе, в Галанчорском районе. Кстати, среди 9 тукумов название это Акинский тукум, то есть لخر وحبل وحر احكي أول سرخ أسيت شو احكي تقوم دوشون شو إشكيرينسكي
Нахшмахвай тухом душуны, потом Нахшмахвайский остал. Чеберлоевский душун, Шероевский душун, Шетоевский душун, Терлоевский душун, Чентийский душун, Уаскваевский душун, Мелхистинский душун. Истукум душун. Аж он перечислит. Потом Юг и Цедол, что и Тейп, Чинхуай, Дышни, дальше Майстой, дальше Кей, Веппи. Кстати, Тукум Шукаст, Ирвай Алма, Элерит Ирвай. Ирвай Тукум Юкубов Лушун. Ажан Элда. Нес Лам Эки разный был. Нашхуай. Короче, и топлю всегда. Хайн дагдечхл. Потом еще и туком душон. И тайп душон. И стуком и тайпи. Тайп наш. Хорен юк и дош ожду. Масла. Еще фактически на сегодняшний день. Йони, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам, Саваш. Где-то фактически на сегодняшний день, если считать с теми тейпами, которые вымерли, то есть исчезли, перестали существовать, до 300 тейпов. Из них, чтобы было понятно, Эдахкин получили политическое убежище, примкнули со времен шейха Мансура и более раннего периода Хадахкин тейп ничто. Поясню. Есть такой тейп Нори, это нагайцы. Есть такой тейп Сюли, это оварцы, масла. Есть такой тейп Газгунки, это лакцы. Почему их называют тейпом? Не потому, что они чеченцы, не потому, что они... Нет, не поэтому. Дело в том, что у чеченцев было правило. Если кто бы он ни был, с каким бы большого государства он ни пришел, его спускали до самого маленького чеченского тейпа. Поэтому им давали название как тейп. Они не могли быть больше даже самого маленького чеченского тейпа, в котором было там, допустим, 300 человек. Чтобы было понятие у людей. Не потому, что смешали. Это те люди, которые получили по адатам Нохчи народа, получили политическое убежище. У нас и остались. Масла Черкезия Халилевич, Реберт Лой Халилевич и там, допустим, Асмала Сюли Халилевич, Гумки Халилевич и так далее. Их немного. По последнему подсчету, социологическому подсчету, который сделан сейчас буквально, не да, в 2020 году, последний, но после пандемии, 2020-2021, на территории Чечни в основном 96%, 95-96% проживают этнические нохчи. И только 5% это остальные тейпы, остальные народы, которые получили убежище. То есть не такой большой процент. Но наши враги и недруги, завистью начинают специально оскорблять, рассказывать вот эти во время имама Шамиля, которые были сказки и так далее и тому подобное. Селимов, Анди Аль-Элла. Насчет Анди я вам говорил. Есть Нокчи Анди, и есть Анди отдельный тейп, и есть Анди, который себя считает, допустим, дагестанцами. Это на 3 подразделения. Ничего удивительного. Это то же самое, как и Уарсхвай. Есть Уарсхвай Нокчи, есть Уарсхвай, который отдельно, и есть Уарсхвай, который говорит, что они ингуши. Почему? Поясню. Анди коренной народ. Это не пришлый народ. Они не жили никогда за Сулаком. Они все время жили на той местности, дислокации, где они проживают. И у них и Анди, и Дидой. И у них были очень хорошие взаимоотношения с Нохчи народом. И все ученые 19 века, которые рассказывают полевой материал, Нохчи, когда начали проводить реконкисту и спускаться с Нашхи, они говорят, что в этой местности, особенно ауховцы, акоки говорили, что в этой местности были 2-3 сакли только андийцев, больше никого.
Так вот, андийцы в большом своем непосредственно историческом плане очень много во время чумы, во время депортации и многих других вариантов очень много приняли у себя и оставили очень много шейгергал, лилош, волнов, чебеш, детен. Они стали анды. Эти андийцы в основе своей по ДНК они чистокровные ногчи, но они по типу анды. И они расселились по тереку вверх, вплоть до Моздока, верхнюю часть, то есть вверх по тереку. Те, которые уже в ту сторону, ну вообще, по крайней мере, так, этнограф. Я, конечно, не претендую, я не говорю, что я последняя инстанция, поэтому ничего удивительного нету. Они делятся на 3 части, как и орстпа масла. И есть некоторые, и кроме них тоже другие. Так что, есть на самом деле и гунки, которые на самом деле цен ногчи больше. Сдаешь ДНК, гуч больше ногчи будет. А так они ходят и говорят, что они гунки. Но мы их не причисляем к нашему народу, имеется в виду. Это базбовый, цацбочасан, хошт-хабу, оле. Эсбулабо ногчищи и бол нагайцы. Нагайцы это монголоидная раса. Прошу не путать. Монголоидная раса и монголы это разные вещи. Монголоидная раса это казахи, киргизы, узбеки, японцы, китайцы, корейцы. Это все монголоидная раса. Европеоидная кавказианская раса это ногчи, гюржи, адыги и так далее, европейцы. И негроидная раса это арабы и негры и все остальные. Так что я надеюсь, ответил. По количеству ответил, по тейпам ответил, по тукумам ответил. Надеюсь, на весь ваш вопрос ответил. ДНК مو إلش وري أنت تريك حاجة زوان تيدا ДНК. В Европе, а вот самая проблема. Я хочу сдать тест ДНК. Есть big тест, очень глубокий анализ. А ДНК, як на цара, базу данных он не стивирук. Такой-то Ахмад из такого-то тейпа, мэна чарх, архадаху тарига. 4 самых главных больших ДНК ветки в Чечне. Это J1, J2, L3 и Q1. Есть и другие. Это не говорит, что клише. Есть Т, Юай, Нашхуай, Нука, Масла, Абас. Это очень древний, со времен викинга и Гаплогрупп. Т, Юай, Иштатио, Кэш, Юай. Я Бог дачун. Но те большие, которые есть, я их вам назвал. Еще. А сдать мои нацарагер, к какой гаплогруппе я отношусь? Биг тест, а это Хадейн ветка гойцу, Хадей ветка гойцу. И тест дать мялинчаню, Хачарха, сплитейна, Амаду, допустим, тейпан алару, нажа юртару, он ДНК على حاجه يترك. والله انت حكي هنا هون 10 ونص هو سنين ايش سيتواسيون عمل ماكش دو باش تعملها ريس خليل مثلا عمل هنا دارس خيل هنا مثلا يونس كراس يونس شو ولا ايش دود ولا بزنس مان شو مثلا عدو الغديه هنا مثلا لازم طبعا حق شو اللي كراس يونس بتوتش سنه عمل دارس خيل وسوازي عدو انت وش جيوني بورت بولتشا إما بيركدو بورت باسي إما بيركد سوندي أحمد آه السلام عليكم. السلام عليكم. دال سيدويل دال دقوا خويلون فيز النقش يقون أخوقا دال سيدويل سنقوشون بشلام يقاول شا نقش история مصخومنا سقطش والشا دقر ديريس خيل بوشتكم دال سيدويل آمين ويس تقطع خيتش أنا بقول داتي خذوا أحمد سقط نو قيس كي برقطو أحمد خذوا غامان ليلا ينستقيو شولج أوريات سوي كيجين شبات سوي هينس حشل صحدة بشلام صحدة شو سوال كيجيدو شو كيجي قيمة دي أو قيمة شولج ليلا هينس وي
Башлам перезапускает стрим. Так, Юни Амады Шбяхмобил, это не я. У нас закончился очередной час трафика, поэтому Юни чувает, и я продолжит и душу. Хагулвал, вежри. Ничего, Юни. Ahmad, Ой. трафик дая лировачный тундер. Да. Юни, юг чуна, хан дая лировай, трафик дая лировай. Помните, не ухалату ешере. Мой хайт трафик башлам нел та мегабайт, гигабайт шлях. Чё? Аккумулятор сдох. А телефон? Дел. Я декондон уже почти 6 саат. Ты 21%, ю. Ну, поехали, сколько есть? Гибрид diyorsun bak ha. Korto şutunu. Hocam ekonom rejimde what ya? Ki moşna kadar. Юни. Оша. Оу. До трафик дая сундер дая нейроны специально дая. Тейте все, Башлам. И проблем решить и давно. Рестора, Юни. Башлам. Melnis elera andoi bu nokçi teypa andoi bu. Hinsu sarı mavi hinsu şirketçe sunga su teypan andoi bu su no ambaudu andoşsa siga özlam tavuşa masar iqam şadik düşmedisin no sun makai su andoi bu su nokçi bu teypan andoi. Абсолютно верно. Из балболша, хьюцбол балболша, из смысухен махати, ногчеваться андоеву. Вай киет мадези, вай хат мадези, саварадеш ногченюка хабяк нахельч, ногченюка айнахельч, ашхельч, со ашхельч, сабеш куза ашхельч. Прижадеш их ногчеду, бухече ого, андоеву. No ambalo nokchi, Hosan nokchi, Kinexen nokchi, Maditwa. Izbal bolsa Vietna, Kechin hat, nokchi chuha,
Sejvayla. Mesela anda bu verir. İş abuk iş şey mesela yine telefon yetse derler yani mesela şu noktadat ve mu noktadat ve mu noktadat. Deler şu şadır şey tozan en noktayı sürekli iştmedi. دايم كانوا عقوج دري زمو خبر دين كانوا حمقيتني دين كانوا حمقيتني شاد دقي حمقيتني $300 دوي أرسانا بوي سين دايل شانا شارك حيويت أمريكا شاب بوخ حما بويتي بوخ بوغ دين كا بوغ ميلش أوكم دو حمو عيني مخاي دقان يوتشا مش شو حلق قدي شو حلق اوه بشلا احكيش حسقيتي ديلا حبعيكش عايش قوش مغياب دقلاق داوزي دولا أشياء مقدر دقانيوش صدق كرادنا رسكوب شين قاعدة نشلي سامو древнего Алана حنان منادنا إغو يقن سارة نيس إذن كشقاسن شخين إنوخشي مقايتني عاد دب الإشهاد القمير ستسر إنسا دويتشتات إنسا بوخيتش так مشاوي ويتسامي древний Алан مشاوي نوخشي مغلا يالش خوشل وين وري بعدسا خوشل وين داكر تشركتي просто داكرتين بارزم Цена день като шедек да гойт. Цадик твой тана иша минш бувай дидойч бац иша мабушай бухуш. И андой شيء بخوش بوي نو ام بغدو حديث رعا мэлэр военно-политическая ситуация даже конца 2000 года и он Болочхена, шел он Болочхена, это поход Камиля на Ботлик, по-другому сыграли это все. Совершенно. Цултяха, сейчас ногчи, цултяха, сейчас ногчи иду, Бог ждать царь. Конечно. Ногчи, честно сказать, ну, бехка мубац. Если сегодня в андийских селах при населении 5000 человек в одном селе, население вместе с младенцами, там 6500 участников боевых действий. Так, муха, бац. Они должны свою пенсию отрабатывать. Гуч мабаха. Ой, бог бухаешь. Есть у нас один соседний регион, который 95% носит удостоверение боевых действий Чеченской Республики. Есть. И причем я говорю не об Дагестане. Да. Хинца башла. Хинца долдел камил штатс, айдло долин дол камил. Возобновились разговоры по поводу укрепления регионов. Но я как-то написал здесь недавно, что я с улыбкой думаю об этом процессе и представляю, как все переобуются, как все заткнутся, как все начнут петь другие песни, как начнут себе искать место под солнцем, лишь бы быть под бюджетом. Место под солнцем. Да, просто мне так хочется на это все посмотреть, но самое главное, что мне хочется, чтобы балаболы заткнули свои рты, чтобы вот эта вот проституцирующая часть вот их научного сообщества, там еще какие-то мнимые, дешевые вот имитации нации, чтобы они прекратили свою вот эту деятельность, вот провоцирующую, которые себе имя делают именно на... Юни, я думаю, что, ты знаешь, если даже гипотетически мы говорим об этих вещах, неизвестно, конечно, кто с кем, даже если объединят, даже если это произойдет,
Москва церемониться не будет. Мы же знаем, на протяжении с 18 года, когда была вся эта проблема, никто никогда не... Ага. Эй, Никто никогда не обвинял ни Соболезную. российских ученых, ни российское правительство и так далее и тому подобное. Я думаю, что все быстро закончится, потому что есть централизованная власть, которая будет этих людей жестко наказывать. Кто бы это ни был. Быстро закончится июня, быстро. Вспомнят, она закончится как туман. Солнечный день, солнце только выглянуло, и через 5 минут туман рассеялся, и все закрылось. Это нужно. Я не к вопросу объединения там, или еще что-то там, это отдельная тема. Я к вопросу тому, какой из способов самый безболезненный и самый рациональный для того, чтобы вот это искусственное противостояние, вот это тяпканье из подворотни, чтобы оно прекратилось. И если для этого нужен вот этот процесс укрупнения регионов, то я абсолютно за. Хотя по большому счету я, конечно, сторонник того, чтобы объединение большого народов Северного Кавказа, чтобы на принципах справедливости, и то же самое мы могли бы делегировать как Совет Старейшин и решать общие вопросы в рамках нашей Конституции и нашего государства. Ну, вот, чтобы не... Сейчас говорим, честно сказать, о каких-то гипотетических вещах. Я скажу так, я, честно сказать, против, Юрий. Я чисто скажу тебе почему. Я с точки зрения экономики говорю. Экономически это нам не выгодно, ни в коем случае. Экономически нам выгодно объединиться с тем же Ставропольским краем или Краснодарским краем. Ну, то есть экономически развитыми. Я больше не хочу вот эти мыльные сопли, мы братья, мы навеки. Зачем? Поэтому нужно хладнокровно понять одну вещь. Если это экономически целесообразно, в том числе для нашего субъекта, тогда да. Если нет, зачем нам с тобой тянуть маслобаса? Зачем нам тянуть какой-то пустой обоз с проблемами? Нам бы решить свои проблемы. Башлам, экономические понятия, оно очень отдельно обсуждаемо. Я не против того, чтобы, если, как ты говоришь, если бы там, допустим, целый Кавказ объединили маслобасом, что, конечно, маловероятно, или общее, об этом объединении говорят очень много. Но до сих пор на федеральных трассах стоят посты. До сих пор с соседнего региона в соседний регион друг друга горло грызут. Переезжаешь в другой регион, с твоими номерами увидел, не со своего региона. Не все, конечно. Ладно, сейчас-то к нам более или менее нормально. А так останавливают, гордуй, вождуй, начинает, вот ты быстро ехал, у тебя камень отлетел, к мне в сердце попал, меня чуть не убил, ты там нехорошо посмотрел, это узкая дорога, и начинается вот эта балалайка. Вроде живем в одном государстве, а препонов больше, чем в Швейцарии поехать во Францию. Больше препонов, чем в Швейцарии во Францию. Башлам, лет 20 назад Сандоште Лерес. Уардадин. И шел там бьешхена. Москва вош, Куса воша. Чох из ворсов. Нова. У Чечении то ли. Дапали. И дахва твой машин. Доносков обыск шеш. Шекадедешен. Сей сурена, сей бизнес лелаш, кирч дуса, печать, дуса, низ дешду, низ досерду, наличка ю, так, эти компромиссы все время искал. Так, сандина, квардадина, сей гоштелер. И пошка, сага, по закону бы, камел дойтер, да, цель.
ни на регистрацию, никуда я не пойду. Ищ чаквол, шуса, по сегодняшний день, даже любой, на регистрацию пройдите. Вот тебе документы, тебе надо, пройди туда, я не должен ходить. А там надо записывать, куда ты едешь, откуда ты едешь. Смотсухайн Богшак, будучи гражданином Российской Федерации, я имею право передвигаться по своей стране, куда хочу, когда хочу, с кем хочу, зачем хочу, почему хочу. Все, на этом тема закрыта. Вам надо, идите пробивайте. Нет, я больше сюда не пойду. А надо, откуда, куда. И черменский постер. Вот скажи мне, если я тебя спрошу, когда ты последний раз от жене изменял, ты мне скажешь, какое твое собачье дело? И ты будешь прав. Какое мое собачье дело это знать? Вот то же самое, ты меня спрашиваешь, откуда, куда я еду, вот то же самое я тебе говорю, какое твое собачье дело, откуда и куда я еду. То есть, когда ты знаешь закон, когда ты, у тебя все нормально с документами. Ну, мы сейчас не о законности говорим, это понятное дело, что не закон. Но мы сейчас говорим о том, что почему вообще в пределах одного государства, в пределах, вот Моздок сегодня, я в Моздоке сегодня, я вчера ездил в Джугбу, вот, на море, регионы, позавчера во Владикавказе, позавчера в Грозном, до этого там в Астрахань. То есть и ты пересекаешь, и на каждом посту в пределах своей же страны, в пределах 100-200 километров, ты пересекаешь как будто государственные границы со всеми выворачиванием, покажи багажник, покажи салон, покажи это, требуешь видео. Ну, это озлобляет, и больше того, сегодня это делает, если бы сегодня власть понимала, что насколько она делает ошибку, страшную ошибку, настраивая меня, лояльного человека, я же понимаю, что вот эти, которые стоят на стационарных постах, рентгеновские вот эти установки, они когда-то были закуплены для проведения в 2014 году Олимпиады в Сочи. Потом Олимпиада закончилась. Куда их девать? По России они нигде не прокатят. Там есть очень много грамотных русских людей, которые будут возмущаться. А куда их? Ну, естественно, на Северный Кавказ. Давайте мы поставим их там на блокпосты. И вот сегодня водители наши, если ты на легковой машине и что-то ты не так им сказал, они говорят, так, мы тебя сейчас через рентген отправим. Через рентген отправим, ты получается, садишься в радиационную машину. То есть ты должен, пройдя этот рентген, после этого как минимум 2-3 часа, ты не должен садиться в эту машину, потому что ты начинаешь облученным быть. Но это здесь прокатывает. И самое страшное в том, что представители власти, если бы точно так же, как меня, простого гражданина, тебя, точно так же прокатывали через эти рентген-посты, через это все быдловство, поведение федеральных постов, то тогда бы, наверное, было бы проще. Но чиновники проезжают, показав удостоверение, и проезжают дальше. А народ озлобляется. И получается, что негодяи осетины, которые стоят на Черменском посту, через этих негодяев, там 10, 15, 20, 50 человек, проезжающие люди воспринимают всю нацию осетинскую через этих представителей ментов. Кабардинский пост проезжаешь, кабардинцы до тебя докапываются, и люди проезжают, говоря, вот все кабардинцы такие. Проецируют гаишников на весь народ. Ну, я не могу от всех требовать, чтобы не
проецировали это отношение, чтобы не создавали себе впечатление о нации именно по этим представителям гаишников. Это совершенно глупо даже об этом думать, но факт остается фактом. По представителям власти на дорогах создается это впечатление. И получается, нас ненавидят, все против нас, а фактически на этих постах так оно и есть. Это все против нас. И что? Да. Aysa başlam şurada olarak telefon ujehiz. Все, Вау, дай вожу. Давай, у тебя дядя Уладов. Иншалла, да. Ламала, Иншалла. ويلي لو نيسني أبو خلو بلا نصا فرتو خير قنيق إن شاء الله جيم صوبة يا خير دول الله ياتو بول لا البقوة تولي Масет, كندوستي ألوي Аббас, ты написал, что как же, Юни, ты ездишь, если остальные простые так не проезжают. Ты, походу, очень давно не ездил или не ездила по федеральным постам. Сейчас, в данный момент, да, многие посты для нашего народа, именно для 95-го региона, по крайней мере, даже в Осетии, я буквально на днях был там, никогда никто из осетин мне ничего не говорит. Астана, новчи, салам алейкум, приехали, да, уехали, ничего не говорят. Сейчас есть какие-то послабления, есть сегодня какое-то доверие и авторитет у власти. Поэтому не обязательно, Юни, сейчас конкретно мы говорим... Я не знаю, сегодня. Да. Больше того, Черменский пост сегодня, там федералы полностью сняли Остинский ОМОН, сняли оттуда... Мы говорим о вещах, которые не должны быть между субъектами федерации, живя в одном государстве. Ну, конечно. Поэтому такие вещи нужно не видеть только в узком каком-то своем мире, а нужно видеть в общем. Потому что это Кавказ. Здесь с одной стороны одно море, с другой стороны другое море. Люди летом ездят отдыхать. Допустим, семьей ты едешь, никому не хочется, чтобы в тебя там часами держали на посту, проходил ты облучение. Тем более, если у тебя грудной ребенок и 3, 10 и все остальное. Поэтому мы говорим о таких вещах. Конечно, я понимаю, что с усилением, речь сейчас не идет об усилении, когда там какие-то контртеррористические операции, там теракт, что-то, есть какая-то информация. Это одно дело. Если ты поставил 100 машин, и все 100 машин у тебя проходят по одному плану, это одно. А если тебе избирательно относится, это совсем другое. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем говорит Юни, и прекрасно понимаю, что это портит имидж не только туристического Кавказа, но и взаимоотношения. Рассказу Юни хочу поделиться тоже. Это еще в Чечне шла война, 2002 год, мы студентами поехали на Олимпиаду в Осетию, Северную Осетию, во Владикавказ. Так вот, и, конечно, после было, или да, после этой интеллектуальной игры мы начали обсуждать проблему взаимоотношений. Это 2002 год, чтобы вы понимали, в Чечне война только фактически началась, год-два еще отношений, но студентами нас отправили туда на Олимпиаду. И вот, когда начали говорить, само собой, сразу же началась паника, и между ингуши тоже были там, и осетинами начали эти обвинять, эти гаишников, кабардинцы начали, осетинцев, и все между собой начали. Мы-то, само собой, мы вообще в то время, какие права, если у нас идет война. И один из представителей, его звали, то ли он кабардинец, то ли осетин, я не помню сейчас. Он сказал: уважаемые друзья, давайте договоримся так. И я думаю, что вы будете согласны, братцы. Есть осетины, чеченцы, ингуши, кабардинцы, как разные нации. И есть одна нация, которая отдельно называется гаишники. Вот. Гаишники не имеют национальности, они имеют общее только. Все гаишники на одно лицо. Все засмеялись. Для нормального человека, грамотного так человека, оно и есть. сказал, Так оно и есть. Сказал, да, как есть. А так,
конечно же, я говорю, у каждого человека остается впечатление от того места, которое... Допустим, я вот знаю, мне рассказывали друзья, которые ездили в Грузию отдыхать, и они говорили: Башлам, на самом деле, говорит, мы очень много нарушали. Очень много, ну, не зная, нарушали, где, что. И говорит, если даже нас останавливали, это еще во времена Саакашвили, останавливали, говорит, никогда ни один грузин, грузинский гаишник не говорил: ты оштрафован, давай это, давай то. Поздоровается, вы знаете, что вы нарушили, больше не нарушайте. Вежливо, красиво сказал и отправил. Люди разные, ситуация разная. Я не могу сказать, что было раньше так, что сейчас то же самое. Мы знаем, что иногда происходит на границе с Грузией. Я не просто сейчас подвел этот разговор к этому. Юни большой друг и частый гость в Грузии. И мне бы хотел бы вторую часть, так сказать, нашего разговора завести. Галгай, я хочу сказать, Юни Бяхмабила, я хочу тебе сказать, антитеррор ЧРИ, который ты сейчас спрашиваешь в Ютубе, это такой же представитель, как тот, который пошел ставить свечку и говорил, где здесь поставить свечку в церкви. Это из одного разряда. Но я понял, почему ты говоришь, а ты понял, о чем я говорю. Вы сейчас везде распространяете, говорите, что это фейк, но вы пытаетесь. Это такой же человек, как и ты, лицемерный. То ты клянешься, божишься, говоришь, что ты ногчу и гордишься этим, а потом ты начинаешь оскорблять и писать гадости о чеченском народе. Я не вижу между тобой разницы и этим богохульником, язычником никакой разницы. И до него доберемся, и с ним разберемся, если он представитель нашего народа. Так что, ассаламу алейкум. Юни, вопрос вот в чем. Я хотел как раз поговорить в последнее время. Очень интенсивно поднялась тема. Он слышит, мол, Юни, видно меня, слышно? Очень сильно активизировалась ситуация по нагнетанию обстановки между субъектами Северного Кавказа и Республикой Грузии. Причем в негативном плане. У меня вот несколько вопросов по этому вопросу. Мне хотелось бы вот задать вопросы. Как ты человек, который часто бывает в Грузии, как ты видишь данную ситуацию, с чем проявляется эта резкая активизация выступления некоторых представителей якобы от грузинского истеблишмента, то есть от научного сообщества Грузии, выступает некий Кулумбеков. Сейчас он называется я вообще говорю, выступление этого человека, выступление... Это балабол. Это балабол, поэтому серьезно его... Его можно смотреть только в качестве прикола. Все понял. В качестве прикола. Вопрос в другом. Хорошо, балаболов оставляем. Сразу же, хорошо, что ты сразу сказал. Оставим его на уровень балабола. Вопрос в другом. Переходим к первой части вопроса. Резкая активизация вот этих якобы взаимоупреков между кавказскими, северокавказскими народами по отношению к Грузии и отношению Грузии, некоторых представителей Грузии по отношению, это обострение, в связи с чем, может быть, произошло, и кто может это использовать? Башлам, я буду предельно откровенен и буду говорить свое мнение. Да, больше конечно, того, каждый раз пересекая границу, я не говорю сейчас о своем личном опыте даже. Это мне не интересно, это мои личные, ну как, Башлама там пустили, не пустили, например. Это может быть
чисто ты, может, не понравился. А сам факт интересен, важен, насколько твою нацию не впускают, или почему проблемы возникают у твоей нации, у соседей, или еще что-то. Ну, и каждый раз пересекая границу, но у меня-то проще ситуация, то есть я каждый раз пересекаю либо на конгрессы кавказоведов, либо еще что-то там, какие-то деловые поездки, то есть в научном сообществе. Даже в частном порядке последний раз был на тезе Ачхмаварису, и каждый раз, вот когда пересекаю последний год-два, пересекаю границу и отправляю через 21-й кабинет на таможне грузинской, когда ты видишь прекрасно всех, русские, армяне, украинцы, все, любые другие нации спокойно проходят границу грузинскую, тебе твою машину говорят, поставь в сторону, убери с ряда, и вот тебе иди с этими документами, мои документы твои останутся у таможенника, а ты иди через 21-й кабинет. Ты идешь туда, поднимаешься, заходишь в кабинет, сидит явно, спецслужба сидит. И куда едете, зачем едете, и еще что-то спрашивает. И когда спрашивает, когда не спрашивает, когда просто берет и там такой маленький квиточек кидает в паспорт, это как знак, отметка, чтобы ты вернулся обратно в автомобильный поток, показываешь таможеннику, он достает этот листочек маленький, квадратик, значит, уже я проверку прошел. Но мне этого мало. Я каждый раз спрашивал у этого спецслужбиста, почему, зачем вы это делаете? Зачем, почему не все проходят через 21-й кабинет? Почему проходят туда именно кабардинцы, чеченцы, дагестанцы, ингуши, осетины? Почему вот через 21-й кабинет вы нас пропускаете? Осетины нет, даже осетинам проще, Именно нас. Проблема в чем? Если вы боитесь какого-то исламского фактора, я мусульманин, но я сегодня не ношу бороду там, или там еще что-то. В чем проблема? Что вам не нравится? На мой взгляд, никто, естественно, ничего не отвечает. Уходят от ответа, они, естественно, они говорят, мы не знаем, это не мы решаем. И все, на этом заканчивается. Но я думаю, что первое это безопасность государства, Грузия. Они боятся, конечно же, что ты, я, таких как ты, я, человек 300 заедет в Грузию, месяц побудет там, и потом какую-то, может быть, серию терактов делают, и там целое государство Грузии мы безопасность взорвем. Это первое. Второе, мне кажется, что момент объединения интересов народов Северного Кавказа, интересов друг к другу и народов Грузии и народов Северного Кавказа в научном плане, в национальном плане, в историческом плане, вот эта связь, она настолько напугала, будем так говорить. Я говорю как есть. Мне бояться нечего и некого. Я боюсь вот это сближение народов Северного Кавказа и народов Грузии и государства Грузии напугало даже российскую власть, и дана команда была, чтобы как-то это нас сегодня обозлить. И если я глупый, то тогда я говорю, грузины проклятые, чеченцы не пускают там на границе, мучают, отправляют в 21-й кабинет и там то-то. Я начинаю ненавидеть грузин. Если я умный, я начинаю искать какие-то ответы, воспринимаю данность, какая она есть, и это пройдет. Этот период тоже пройдет. Поэтому мое видение вот такое. Никаких других причин для этого. Это две причины. Это две причины. Все. Первое. Это, кстати, эти две причины, они настолько противоположные. Одна как бы
независимость Грузии, вопрос безопасности, обеспечения независимости Грузии. И вторая, наоборот, влияние России на грузинские власти. Вот, Все. ну тогда как-то непонятно получается. Если это влияние Грузии, российской власти на Грузию и внутреннюю политику Грузии, тогда почему спокойно пропускают русских и остальных, а чеченцев, которые не имеют к власти никакого отношения? Вот именно, чтобы не создавать прецедентов, если всех будут пропускать нормально, одинаково, то тогда Но они мы... сами, с другой стороны, они же сами имидж теряют от этого. Они так сильно стремятся... Это факторы, продиктованные не даже в интересах. Есть вещи, которые не продиктованы в интересах той же Грузии. Я Сегодня... так понимаю, что вот эти договоренности, вообще вот эта таможенная политика, которая сегодня проводит в Грузии, она идет вразрез с настроениями простых грузин или Абсолютно. Грузин. Больше того, давайте так, ну, будем вещи называть своими именами. Сегодня у власти в Грузии, искренне говорю, это пророссийское правительство. Это пророссийское правительство. И сегодня Иванишвили, это все, это есть рычаги влияния. Поэтому, как тебе сказать, с этим надо пережить. Это все пройдет. Знаешь, В любом... Получается, что по сути, вроде бы сейчас не 18 век, вроде бы сейчас не 19 век. Прошло 300 лет, а на Кавказе вся та же самая политика. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Больше того, я тебе скажу так, по своей личной своей истории. Ты помнишь мои конфликты с нашими соседями, ты знаешь мою ситуацию, как сегодня два имени звучат. Башлам, Юни. Ингушофобы, это Башлам, Юни. Юни, Башлам. То есть это за уши притянутая ситуация, а мы же с тобой всего лишь реагируем на ситуации, которые идут сигналы от соседей. Не мы их придумываем. Не мы придумали земельный вопрос. Ну, раньше было же проще, когда никто не отвечал, просто все проглатывали, отмолчали. Может, поэтому не нравится это? Но я тебе скажу, вот я к чему. Даже сегодня ты задаешь вопрос с Грузии, да? А я тебе скажу так. И когда у меня с Еленой, как ее там, которая была Сердюкова или Севрюкова, вот которая за деньги из себя корчила представительницу власти, журналистики Москвы, Советской Рейхсбюджете. Да, Это та, которая на тебя ФСБ подала, да? Ну да, и я ФСБ, вот я к чему сейчас? Я ФСБ тогда же четко, когда на меня она подала, что на экстремизм, там, терроризм, там, то есть я спокойно ФСБ объяснял. Я говорю, хорошо. Давайте дальше этому, дайте Сердюкова и Севрюкова. Откуда это? Это растет, в конце концов, многие провокации со стороны ингушского вот этого балабольства в сторону чеченцев. Давайте выясним причины. Я заинтересован. Я хочу в суд пойти. И суд через адвокатов, через все, я буду сам себя защищать. У меня будет возможность выяснить. И тогда спросить тех людей, кто это финансирует, и мы найдем ноги, откуда они растут. Откуда растут ноги. Но дальше же не пошло. И сегодня я искренне считаю, что если бы власть была заинтересована в том,
по-настоящему переживая, чтобы не было вот таких ситуаций, то она бы 2 секунды сегодня влезла бы в эту ситуацию. И если надо, мы с тобой поругались на какие-то темы, мы с тобой начинается ругань, и это опасность межнационального какого-то конфликта с кабардинцами, осетинами, там, ингушами, с дагестанцами, то власть должна реагировать, спецслужбы должны реагировать. Да, есть закон, И четко найти, конечно, они должны найти, кто провокатор, кто зачинщик, почему он это делает, какая корысть в нем есть. Он по дурости это делает, по тупости, либо про чрезмерное национальное самолюбие. Может быть, потому что он проплачен, потому что он куплен, потому что он встроен в эту систему провокаторов, может быть. Надо выяснить, я ли встроен, или там другой встроен, или третий. Но это государственная безопасность. Почему сегодня на это не обращается внимание? И почему сегодня позволяется на сегодняшний день, неужели ты думаешь, что сегодня спецслужбы не видят этого конфликта? Земельный вопрос в 2018 году решен был. В 2018. Сегодня на дворе 24 год. 6 лет все равно нету митингов со стороны Ингушетии. Но вот это постоянное проклятие, это пропаганда, эти выступления, они продолжаются, на которые реагирую я, на которые реагируешь ты. Но опять же это возникает, опять это же вопрос межнациональный. Да. И мы сейчас говорим за самых 2 близких братских народа, самых близких языком, религией, исторически. Полностью Шадик Цаам должен. От того, что 150 лет назад еще мы были одним народом, сегодня формируется нация. Галгай, ты задал почти что, вот пока мы с Юней говорим, я не читал. Я читаю, я хочу сразу, чтобы ты услышишь. Ты задал 5, 6 или 7 вопросов. Ты, называя имя Юни Башлама, говоришь, хочешь узнать наше мнение, каким образом Ингушетии должен вернуться пригородный район, ты задал, потом ты сейчас задаешь вопрос другой. Я хочу, чтобы Юни понимал тоже, почему до сих пор не решается вопрос о реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа. Следующий вопрос. Осетины до последнего русского солдата будут держаться за ингушские земли, потом не стоит сравнивать пригородный район с Ауховским, ты пишешь. Потом ты пишешь, чеченцам легче договориться с дагестанцами, чем с ингушами и осетинами. Силей Нахба, Дейлкахетамс. Так вот, я хочу тебе ответить. Кроме одного вопроса, чтобы проще договориться с дагестанцами, чем с осетинами. Во-первых, это неправда абсолютно. Дело в том, что как Ауховский район не восстановлен был и закон о реабилитации не выполняется в Дагестане, так он не выполняется и в пригородном районе. В пригородном-то он еще, я насколько знаю, как-то частично вроде бы начали продавать дома, и есть вернувшиеся, а Ауховские все посложнее. Ну да ладно, это оставим. Остальные все вопросы, которые ты задаешь, а это целенаправленная провокация, чтобы высказался или Юни, или я, касаемо вопроса пригородного района, касаемо вопроса закона о реабилитации и все остальные. Будь так любезен, напиши, пожалуйста, письмо от своего общественного блогерского ника. Есть такие структуры, как Федеральная служба безопасности России, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, парламент Российской Федерации. Напиши в бумажном виде, электронном виде письма. Требуй, чтобы тебе объяснили и вернули пригородный район, решили вопрос о реабилитации и все остальное. То, что ты перечисляешь, это такие же проблемы, как для тебя, они такие же проблемы, грубо говоря, и для меня с Юни. У нас с Юни нет никаких проблем с достойными соседями и братьями, ингушами, и дагестанцами, и с осетинами. Ни с кем нет проблем. Есть проблемы с конкретными людьми, я не знаю, как их назвать, людьми, балаболы, сказочники, как угодно, которые, почему ты не говоришь, почему прошло 6 лет, Юрий задает тебе прямо вопрос, занимается провокациями. Например, я сегодня опубликовал фотографию
человека, который говорит, я доктор такой-то, повесил фотографию с 3 участками, которые принадлежат чеченскому народу. Я уже молчу про Осетию. Там у них свои блогеры, они сами как бы обратят внимание, не обратят это. Это конкретный человек, конкретные свои фотографии. У себя в поликлинике, вполне возможно, что это государственная поликлиника, повесил. Да, когда к вам обращаются, вы говорите, что это ничего не имеет общего с географической картой региона, что это просто рисунок. Однако вы на истангах, вы на книгах, на коврах для молитвы, на стенах больницы развешиваете карты и стравливаете два брата, у которых один общий отец. Я говорю про достойных людей. Стравливайте. И не остановились ни в месяц Рамадан. Хотя мне зашли и говорят, хумерхи боттах, и фейк разоблачать. Я на самом деле подумал, я перестал месяц Рамадан вообще. Но вы активизировались, наоборот. Поэтому данный вопрос, я знаю, хорошо знаю характер Юни. Юни-то ничего не побоится и будет отвечать. Но я прошу Юни, на такие вопросы, которые нас, ни тебя, ни меня не касаются, на них отвечать не нужно. Как закон о реабилитации касается Юни с Башламом, он касается столько же и тебя. Что касается вопроса взаимоотношения по пригороду району, это ваша проблема. Если бы ты задал бы вопрос по Ауховскому району, мы бы тебе ответили. И Юни прекрасно знает эту ситуацию, и я прекрасно знаю. А что касается, что Сюли, Бусул, и осетины есть мусульмане. Даллар Буэль и Чили Махаберша, Даллар Буэль Царах, Керст Голи Букон. Да. Я недавно одну публикацию сделал, если ты смотрел, про одного парня, чеченца, который себе болгаркой отпилил ногу, нечаянно упала болгарка и разворотила там, короче, все. Галваганы, больница. 4 врача сидят. И привезли его вот такое состояние. Они его еще больную эту ногу поднимают и бросают. Поднимают и бросают. И говорят, так, 27 декабря приедешь после Нового года. Новогодний праздник. Да. И он говорит, 3 числа. Он говорит, нет, 17-го мы тебе ампутировать будем эту ногу. И это 4 чеченских врача, серьезных. И он уезжает оттуда, с больницы обиженный. Друзья его забирают, возят везде, привезли его в Осетинский Ордон. В Осетинский Ордон привезли 28-29 числа. И тот врач, который осетин, пожилой, он посмотрел, и он говорит, спаси мне ногу. Он говорит, я из тебя спортсмена не сделаю, но ногу тебе спасу. В Ордоне, в травматологии, в центральной больнице, районной больнице Ордона, он ему сделал операцию, и 10 там, или 15 января Инаху Асват на костылях приезжает обратно в Грозный, туда, к врачам этим, заходит туда, эти врачи сидят, и он костыли ставит. Хал квакбокша, чувена, цаг вовсе. Эле говорится, маалушку, бусурбнахду. И нех, и керст, праздник, дездагартша, аж саквак, со югдатетна, и саквак хабокш бареш. А ту керст, что, сун и квак таган ха белла, со тагашин квак талил. Вот тебе вопрос, мусульмане, не мусульмане. Мы знаем прекрасно, что в 1000 раз я предпочел бы разговаривать на сегодняшний день, мое личное мнение, с осетинами, чем разговаривать с теми нелюдями, которые в Дагестане, которые сегодня, прикрываясь этими бородами, этими словами, этим мусульманством, которые по сути своей являются нелюдями и абсолютнейшими несправедливыми людьми. И меня поражает даже позиция муфтията Дагестана, общественных организаций, общественных деятелей, которые сегодня не осуждают эту часть. Там красиво можно петь о своем, но
не видеть проблему 200-тысячного населения чеченцев. А 200 тысяч, это уже, извини меня, это вторая нация уже по Дагестану даже идет. Поэтому очень серьезно там. И сегодня 200 тысяч, имея чеченцев в Дагестане, сегодня представительство какое есть во властных структурах? В том же бывшем Ауховском районе, почему такое имея количество чеченцев, почему глава района, замглавы, сегодня в этих структурах не работают чеченцы? Мы же понимаем. Ни одного бая. Почему это так? Так, Мы же люди, понимаем, почему. Ага. После всего, что я объяснил, я зачитаю, чтобы ты услышал. Как этот человек понял? Говорит, ты говоришь, что мы один народ, что мы два брата одного отца. Но когда тебе спрашивают о пригородном бах, то тебя и вас это не касается. Теперь повторю тебе. Конечно же, мы братья, мы от одного отца. Это все знаем. Все это было. Но об этом, то, что ты говоришь, когда говоришь о пригородном районе, этот вопрос я тебе исторически могу разложить. Когда поехала делегация из Чеченской Республики в Осетию, договорилась, в этой книге, если у тебя нету, я тебе рекомендую. Смотри, хорошая книга, называется «В поисках национальной идентичности». Здесь фамильно, поименно, везде все записано, как делегация с Чеченской Республики поехала в Осетию, договорилась с главой Осетии, с их парламентом, создать комиссию, вернуть пригородный район, но только чтобы не трогали правый берег Владикавказа, на что радостные представители моего народа, братского народа, приехали, и вы, и ваши некоторые провокаторы начали говорить, да какое вы имели право, мы никогда не оставим. Если бы в тот момент договорились, вернули бы пригородный район, а говорить о части Владикавказа можно было на протяжении долгого времени и решать по-другому. Но не сделали, оскорбили. На что братья Нохчи просто тихо, молча уехали. Это первый ответ на твой вопрос. Второй ответ на тот же твой вопрос хочу сказать тебе таким образом. О братстве, о едином отце думали Нохчи всегда. И во время создания, и во время расхождения ЧСР. А вы в 1989, 90, 91, когда говорили «Салам, Борис Николаевич Ельцин», не захотели жить со своими братьями, захотели отдельно жить, отдельной республикой, отдельным парламентом и всем остальным. И самый мирный расход между братьями и разделом двумя республиками была Чеченская республика и республика Ингушетия. Вот когда разошлись, это стало вашим делом. И если мы были бы вместе, это было бы наше общее дело. У нас сейчас сердце болит за свой народ и за Уховский район. Да, мы свое мнение, мы много раз говорили по пригородному району. Я говорил с осетинскими блогерами. Но вы, снимая с телефона мое общение с осетинским блогером, вы проклинали, сидели, материли как сапожники, говорили, вот он ведет дискуссию с этими врагами, это все слышал не только я, это слышал тот же Султан Спанкиси и другие ребята, которые параллельно смотрели ваши новости и смотрели меня. А я, между прочим, четко, когда мне осетин задал вопрос и сказал, а какие проблемы у вас, чеченцев, с осетинами? У нас же нету никаких проблем, у нас же все нормально, когда сказал этот осетинский парень, или блогер, я уже не помню, я сказал в то время, вы можете посмотреть, это видео есть у меня на канале. Ингуши наши братья. Их проблема, наша проблема. Я так считал и я так сказал. Но вы, несмотря на это, несмотря на то, что ваши некоторые балаболы, оскорбляющие, делающие фитну между нашими, обвиняете, всегда проще Юни и Башлама. Юни строил у вас рестораны, исторические комплексы в Ингушетии. Вы клеветали на него.
одни ингуши платили ему и давали ему работы, вы клеветали, говорили, что он своровал камни Жайраховского района и увез их в Чечню и делал там исторические объекты. Хотя Юни, не сказав о том, что он делает объекты в Чечне, эти объекты делал в Ингушетии. Достойные братья есть в Ингушетии, достойные братья есть везде. Есть хорошие люди, есть хороший народ, но есть паршивые люди. Паршивого народа нету. За это вы до сих пор проклинаете, оскорбляете. Будь то я, будь то Юни, любой человек. Но мы-то не скрываем ни от кого свою любовь и братство к достойным. И свое презрение к неблагодарным мы не скрываем. Поэтому то, что ты задал вопрос, и второй вопрос ты сказал. То есть, братья и один народ для вас, когда вам это выгодно. Когда нам было выгодно называться с вами одним народом, скажите. Выгода? Когда это выгодно? В чем выгода? В чем выгода? Хорошо. Вот чеченцы для себя выгода. В чем выгода, скажи? Я сказал исторический факт, неопровержимый факт, что от одного отца, что и так далее и тому подобное. Я говорю о тех, кто достойно идет, не обо всех. Это факт, это не выгода. В чем, хоть назови один исторический момент, где нам было выгодно говорить что-то во благо. Башлан. Пока Юни отвечает, можешь написать вопрос. Юни, Башлан. Ядинек, как его зовут? У него имени нету, он Галгай пишет. Галгай. Задает. По шариату, Хорошо. смотри, Хорошо. Юни, Юни Бах, по шариату самый худший мусульманин лучше самого лучшего неверного. Это он тебе. Недавно у меня была одна, и как раз хайбах ечхен дать. Чогэн сана остутига. Сан нокчевутигер урусмартанер. Приблотненный вокковый. Так свеча азбо санчирен. Смысл его вес на остус ребортловый. Сюда давали тектезет гучвал вешуса. Сега са стройки ашуса юпал метегяц ихняц так на ост. Ну кабардинец православный, моздокский кабардинец. Азбарсик вагвец, я должен поехать туда на соболезнование. И вот этот взрослый чеченец мне говорит: "Ну, инсаком галгай, что инси галгайвац я здесь. Сюда да инацо Бог. Юни, и ваш мухули, ваш хулиль даться, он и херствовала. Он начинает это. И я ему просто объясняю, если я с детства с ним вырос, если на сегодняшний день он 1000 раз мне показал, насколько он мне брат по жизни, при том, что херствовала, субусор была. Если никогда в жизни у нас на эту тему не было никаких споров, и я как человек порядочный, пытающийся быть порядочным, гучвал весу цунда давяль, весенница, гучвал весу сэльч. Но я тебе скажу так, о поведении, о кирнах сунгинвал, о амал, алилар, агилкш, дочь долгилкш. Дели бяха, баз голем его вашсуна и керствовала. Может быть, так можно говорить, может быть, так нельзя говорить. Я не мастер. С точки зрения, он видишь там какая деление, Юни. Ты говоришь с точки зрения какого-то кавказского адата, ты говоришь с точки зрения человеческой морали. А он переводит все это, и он... Хорошо, я задаю вопрос Башлам любому. Вот конкретно, вот он сейчас меня слышит. Смысл Бог, что любой он дыггар хечвал, галги, хаваша, Бог, хатацун. Два вопроса. Первый вопрос. Мы один народ, и сегодня
формируется из этой общей нации. Но вообще исторически дальше пошли части тейпов и формируется ингушский народ. Это первый вопрос. Все, Амелдас. Ты согласен с этим или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Любой человек, твое отношение к земельному вопросу, конфликту по земле 2018 года, ворованной земле в 2009 и отобранной и вернутой в 2018 году. Вот эти два вопроса любому человеку задаю. И вот сейчас вот Ник Галгай, Асхуюкбах, ответь мне отношение вот к земельному вопросу. Это чеченские земли или же это ингушские земли? Все, вот на этом ты скажи мне свое отношение, и я тогда пойму, насколько ты справедливый человек, насколько ты честный человек, насколько ты порядочный человек, насколько Башлан перезапускает эфир. Амир, готовься видео. Гуно, ваша ахаятина запрос принять Ирон, а чуцевал велерон. Твой запрос я принял, но ты не смог зайти. Юни смог. Юни, а ты ответь, пригородный район, это ингушская земля или осетинская? Вот тогда я увижу, честный ты человек или нет. То есть ты вопросом на вопрос отвечаешь, я правильно понимаю? Пока Юни заходит и остальные присоединяются к нашему эфиру, и все-таки ты говоришь, что дагестанцы лучше, чем осетины. Это написал ты. Послушай, в
вопросе лучший или худший тут вообще вопрос неуместен. Я тебе лучше, худший не говорил. Я тебе сказал, что и осетины, и дагестанцы ничем не отличаются в вопросе занятых домов. Вот это я сказал. А ты опять сравниваешь, говоришь, нет, дагестанцы лучше. А чем они лучше? Не дагестанцы. Мы говорим конкретно о людях, занявших дома. Земли ауховцев. Юни агуш мамац. Сумхац, архудте. Камер, это айнит, черный юг, а выключенный юг, а камер. Вот я черный вижу сейчас. Как тут? Я же чайник в этих делах. Сейчас я попробую. Может, по новой давно попробовать. быть не чайником. Ионе? Может, по новой попробовать? Сейчас сперва ответь на вопрос. Он тебе задает вопрос. Да. Как еврей вопросом на вопрос, он говорит, а ты ответь, говорит, чей пригородный район, тогда, говорит, я пойму, ты настоящие братские отношения или нет. А точнее, нет. смотри, как Да. он написал. Юни, а ты ответь, пригородный район, это ингушская земля или осетинская? Вот тогда я увижу, честный ты человек или нет. Нет, этот ответ я никогда в жизни не скрывал, я всегда его озвучивал. Больше того, на сегодняшний день в осетинском обществе я сегодня считаюсь тоже не доброжелательным в том плане, что я свою позицию не скрываю. Этот пригородный район является ингушским районом. Он был ингушским районом до 1944 года, и однозначно он является ингушским районом. Но я всегда говорю так, как минимум сегодня власть должна была справедливо решить вернуть каждому ингушу его домовладение. Не так, что им дали какую-то компенсацию где-то за пределами села, где-то еще что-то, а именно вернуть его, если в центре села Чермен. Ты имеешь в виду непосредственно то, что принадлежало его отцу, деду, предкам, да. Ты имеешь в виду? Дело в том, что Башлам, я тебе в пример приведу того же Чермена, селения Чермен. На сегодняшний день ингуши проживают в Чермене со стороны поста на окраине. Там живут ингуши, и живут ингуши с другой стороны села, на окраине тоже живут ингуши. В центре ингуши не живут. И это политика именно властей, что раздельное проживание двух национальностей. На сегодняшний день в Чермене, в том же и в других селах, там, в том же Карца, сегодня проблема в Осетинском, сегодня в республике, сегодня этот вопрос стоял раньше, когда я его озвучивал, сегрегация. На сегодняшний день это единственный регион в России, где школы, дети учатся по национальному признаку. То есть в том же Чермене есть две школы осетинские в центре села, которая одна школа на 600 человек, но в ней учатся 200 человек осетинских детей, и другая школа, которая смогла бы пустить там и размещать 1000 детей, но там учатся 100 детей осетинских. А ингушская одна единственная школа на окраине села Чермен со стороны Черменского поста, если въезжать в Чермен, там учатся 1200 детей, и они учатся в 3 смены. Сейчас власти строят еще одну школу для ингушей. Но почему, я задавал властям Осетии вопрос, почему сегодня такое возможно, что сегодня детей делят по национальному признаку? Ингушские дети запросто должны и могли бы учиться в общих школах. И почему сегодня поколение взрослых людей сегодня оставляет проблему для будущих поколений нерешенной. Сегодня эти дети должны при сильной власти в стране должны учиться в одной школе. Пусть там школьниками они бегают, пусть там играются, пусть соревнуются, пусть дерутся, в конце концов. Для этого должны быть старшие, которые все это регулировать должны. Но ингушские дети и осетинские дети должны учиться и жить вместе, чтобы они видели,
что эти дети видели, что остинские дети есть такие же хорошие ребята, как и плохие. Также и остинские дети видели, что ингушские дети есть порядочные, добрые, а есть плохие. Поэтому сегодня эта проблема в Осетии очень актуальна, на мой взгляд, очень серьезна. Но на нее не обращают внимания. Поэтому я этому парню отвечаю однозначно, Юни, что пригородный район... Ау, вопрос, это понятно, уже в самом начале ты сказал уже более емкий ответ. У меня вопрос, разве когда-либо ты говорил что-либо иначе? нет, Я не нет, говорил, и ты не говорил. Тогда зачем вот эти глупые вопросы? Зачем вот а это? нет. Башлам, Худухаем, недавно один в личку пишет. Это примерно из того порядка людей, которые один недавно в личку пишет. Юни, ты считаешь, там, что мы одна нация или мы ингуши отдельная нация? Я говорю, я 1000 раз тебе повторял, я 1000 раз вам всем повторял и тебе заявляю 1000-й раз, что вы являетесь частью чеченской нации. И сегодня ингушская нация состоит из осколков чеченских тейпов. Но таким балаболом, как ты, объяснять бесполезно. Он берет этот скрин моего сообщения в личку и выставляет целой публикацией на странице там ингушского паблика, выставляет, вот Юни очередной раз там делает. То же самое сейчас этот парень делает. Которые вопросы он должен задавать своему главе Республики Ингушетия, Верно. правительству Ингушетия, общественным организациям, которые там решают эти вопросы. Ладно, если Правительству не Российской... Ингушетии, хорошо, если не Ингушетии. Он есть Москва, есть Ну да. федеральный центр. Ну да, но он специально сегодня хочет услышать такую вещь, которую он сейчас ведет на запись, чтобы завтра сказать, видите, какой пошлам подлец. А подлец, получается, что в этом плане, ему просто нужна провокация нужна. И все, больше... Doğgina, oytrani gelgen yok, doğgina isanmış. Алашек, худутеса, аркум худутеса. Ты загрузите, уйти до Юния чувала. Давай, сейчас попробую. То, что с чува, хочу цававили, странно умдую вообще. Черту гуно чувал, хажиши, запрос, хаяти, запрос я принимаю, не показывает. Никогда никто по этому вопросу иначе не высказывался. Я знаю, что есть, почему Галгай ты или там другие провокаторы это делают. Раз так легко решить этот вопрос в Москве, вот ты бы давно вернул бы. Послушай, мы с Ауховским районом используем все рычаги. Мы от Ауховского района на руководство нашей республики запрашивает, отправляет, говорит. И вопрос этот все время решается. То есть на 23-е, на любое мероприятие, будь то председатель парламента или глава Чеченской республики, говорит, мы знаем, что вы живете в чеченских домах. Наши ауховцы не вернули дома. Всегда говорит. Но не забывай, есть разница. Ауховский район – это субъект, все-таки входит в состав субъекта федерации, соседний регион. Понимаешь? То есть там речь не идет об отторжении от Дагестана Ауховска. Там идет о восстановлении Ауховского района. И со всеми закон о реабилитации принять, вернуть их дома и так далее. И тому подобное. Ты разные вещи, опять же говорю, Гоголя с Гегелем не путай. Москва может, если бы этот вопрос касался бы непосредственно чеченского района, который Дагестаном оспаривает, мы бы тогда, возможно бы, обратились в федеральный центр и сказали, наша земля, вот это, верните нашу землю через Москву. Я тебе говорю с точки зрения закона. Не надо нас учить, что делать.
Если ты задаешь этот вопрос как простому блогеру, общественному деятелю и так далее и тому подобное, мы тебе с самого начала сказали. Ни Нохчи, ни я, ни Юни и никто из наших представителей никогда не говорил, это ваше, это не ваше, пригородный не ваш, это. Мы не говорили это. И осетины это прекрасно знают. Но это после расхождения наших двух субъектов, это ваш вопрос. Если ты говоришь чисто о моральном, моральной поддержке, братской поддержке, ты должен был понять, что давно-давно на вашей стороне. Я же тебе написал, на книге написано, сколько человек, когда поехали, куда поехали. Все написано. Ты пытаешься компилировать, ты пытаешься юлить, как-то изменить что-то, но не получается у тебя. Тебе простым языком сказали. И я высказал свое мнение, и он высказал свое. Однако, еще раз повторюсь, такого характера вопросы нужно решать с федеральным центром. Но, насколько я знаю, вопрос по пригородному району, все это решается не на уровне Чеченской Республики. Чеченская Республика не должна его решать. У нас свои проблемы, у нас свой регион, и мы решать должны как бы свои проблемы, как говорится. Вы же должны решать свои проблемы. И не мне объяснять. Если нет, воду провести. Если проблема с возвращением регионам и закона о реабилитации, пожалуйста. У вас же есть сильные юристы. Вы же защитили Артема Плата, несколько судебных исков защищаете. У вас есть юристы, у вас есть другой. Хорошо, если не хотите федеральный центр. Здесь есть в Пятигорске, кажется, да? Северокавказский федеральный округ, главное, там штаб в Пятигорске находится. Чайка. Ну вот, идите на законном основании, скажите, вот, задайте этот вопрос, почему не выполняется закон о реабилитации и так далее и тому подобное. Но задавайте этот вопрос, это то, что сотрясать воздух. Мы-то знаем, что мы можем ответить. Опять же, ты же с точки зрения истории не спрашиваешь у нас это, нет. Ты задаешь вопрос таким, как ты видишь. То есть ты видишь. И у вас очень странная мания такая. Вы знаете, вы упрекаете чеченцев и новчий народ в том, что мы якобы смешались с Сюлей. Это ваша любимая фишка. И твоя в том числе же, по твоим публикациям. Только я не могу понять другого. Когда вопрос возникает вот в этом, вы в оскорбительном характере приписываете к нам Сюле. Но когда вопрос касается пригородного и Ауховского района, вы говорите, дагестанцы лучше. Но если дагестанцы лучше, почему вы упрекаете чеченцев, что в Чечне есть там аварский тейп, который там небольшое количество проживает здесь на территории? Почему? Упрекаете, потом бежите в Гумбет, или не Гумбет, а Гуниб, и говорите, у нас в Ингушетии 4 улицы в честь имама Шамиля. Упрекаете нас в нечистоте этими же Сюле, говорите, клянетесь в братстве и так далее. Говорите о чеченском языке, зная все, проблему с Ауховским районом и так далее, отправляйте ансамбли и так далее и тому подобное. Я не могу понять, или вы их любите, или вы их ненавидите. Когда вопрос касается нас, вы их считаете, там, что у них есть с нами что-то, но не забывайте. Сюли, алимы, Сюли и остальное проживают точно так же в Ингушетии, среди вас. Есть фамилия, возьмите книгу Заурбекова, там, не Заурбекова, а Мальсагова, там все написано. Сюли это такие же граждане, такие же, кстати, автохтонный народ. Любим, не любим. У нас не проблема конкретно ко всем Сюли. У нас проблемы, которые живут в Ауховских. Там мы говорим, верните ауховцам их дома, их земли. Благо, они сейчас уже, я публиковал, вы посмотрели, говорят уже во весь голос, говорят, нас 200 тысяч. Альхамдулилlah, что они говорят, чтобы довели. Да их после каждой перерегистрации их становилось там за 10 лет 90 тысяч, как было, так и оставили. Прошло 10 лет, а ауховцев не прибыло, не убыло. Их, понимаете,
90 тысяч. Но это несправедливо, это неправильно. Еще раз повторюсь, ауховцы хотят восстановления Ауховского района на законном основании, как и положено. Речь не идет об отторжении, об и так далее, и тому подобное, как некоторые нацики и некоторые нарнийские ублюдки пытаются преподносить. Нет. Верните дома, верните землю, верните села, верните их название. Все. Никаких проблем между Сюлей, нами и Газгунки как не было и не будет. Никаких проблем. То есть проблем-то и сейчас как таковой нету, но имеется в виду вот эти упреки, вот эти общественные баталии между, вот это уйдет. Но вы это не делаете. И ты сейчас их хвалишь, а с тем проклинаешь. Хотя проблема та же самая. Один в один. Ты даже не можешь упрекнуть. Это единственный перевес на стороне дагестанцев в том, что дагестанцы все 100% мусульмане. А осетины часть мусульмане, часть христиане. Вот этот перевес ты можешь сказать. Больше никакой разницы нету. И там, и здесь заняли. И там переименовали, и там переименовали. Все. Так. Потом всю историю нам с ними нужно жить по соседству. Вспомни, как вы на нас наговаривали, что, мол, с помощью Москвы мы вернули наши земли. Угу. Я говорю про пригородный район, это земля ингушей. Ты советуешь, я же на твой совет отвечаю, что ваш совет должен был бы в первую очередь вам самим помочь. Нет. Дело в том, что я тебе этот вопрос не задавал. Ты задал этот вопрос мне. Ты пришел на мой канал и задал этот вопрос. Не я пришел к тебе и не задавал вопрос. Закон о реабилитации, я об этом и писал, и пишу. О проблеме ауховцев я писал и пишу. И всегда это делал. Потому что это наша боль. Это наши братья. Они никогда нас ни в чем не упрекали. Никогда. Никогда беженцами жили, никогда после ничем не упрекали. Единственное, есть недопонимание в вопросах некоторых людей, которые болтают, не знаю что. Но этот вопрос мы сами между собой разберем. Давайте о другом башлам. Давайте. Речь о наших районах. Причем тут сейчас смесь чеченцев с дагестанцами. Это тебе так сильно волнует. И я тебе привел пример. У нас улицы в честь чеченцев. А где у вас улицы в честь ингушей? Ответь, пожалуйста. Есть в Чечне улица Назрановская. Есть в Чечне улица Магасская. Сколько тебе еще улиц назвать нужно? Это только 2 улицы, которые я назвал. Только 2 улицы. У нас на самой главном, в центре города Грозного, стоит памятник дружбы народов. Где стоит ингуш, где стоит нохчи и где стоит русский. Покажи хоть один памятник дружбы народов у вас, где стоит чеченец вместе с ингушом и ладно с русским. У вас есть? У нас есть в Войнах Телеком, один из самых больших интернет-провайдеров. У нас есть в Войнах Телеканал, в Войнах Ансамбль, в Войнах Авиа. А покажите вы, скрепляющее братство, что у вас есть. Памятники есть, улицы есть, названия есть. Что тебе назвать? До сих пор в Грозном проживают. До сих пор в Грозном и в 2 войны не уезжая проживают ингуши. Жена моего дяди, Садеева Шизут, огромное количество Алга проживает в Чечне. Хоть кто-нибудь когда-нибудь их упрекнул, хоть кто-нибудь им сказал, что они не мусульмане, что вы другие, цвет другой и так далее. Никогда, ни в чем не было упреков. И у нас все, что касается ингушей, есть. Все.
включая, когда я ездил на рыбалку, обязательно со мной на рыбалке из 10 человек 4 рыбака из Ингушетии и 6, наверное, с нашей родины. И причем это не на границе с Ингушетией, заметь, а в самом сердце, рядом с Грозным. И они не из Чечни, чтобы ты знал, ингуши, а они приезжают оттуда сюда. Нету среди простых людей проблем с ингушами. Это вы занимаетесь провокациями, вы публикуете. Но проблема в том, что раньше на это никто не обращал внимания. А теперь показывают, что вы подделываете на книгах карты, что вы вешаете недостоверные карты, что вы присваиваете. Почему вы это делаете? Для чего? Чтобы твои дети и мои дети между собой враждовали? Чтобы в конце концов, где-нибудь встретившись, они могли подраться, а от того хуже пролить кровь? Ты не задумался над тем, что жизнь скоротечна? Ты умрешь, и перед Всевышним нужно будет стать. Я вообще сейчас гипотетически о тебе говорю. Ты умрешь, и нужно перед Всевышним стать. А если от твоей фитны завтра кто-нибудь друг друга убьет, ты сможешь за это ответить? Я Всевышнему скажу: Я Аллах, харцоюч бар, питандяш бар, доцек бар. Умматас Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ала пüç buçuk şey ummata ватса. И пüç буй хач, харцоюй хач. Тонюк а доз хил диештер, тхоцак хил диештер, amma iş dak estin çult ya tak doцек düç boş. Тирвай тхабу, хуарствай тхабу, мелхи тхабу, акки тхабу. Нохчи ком тайпништу даквашту. Ишт хилладу хигду мысухена. Охтхай уарствашан, кочевник буца ол, бежнич дажуш барца ол, ассимилировались ол. Ни один из ногчи ученых такого не заявил. Ни один, никогда не заявлял ни один чеченский ученый, что уарства это пришельцы или они ассимилированы и так далее и тому подобное. По крайней мере, я заканчивал исторический факультет. После этого еще сейчас 6 лет фактически считаю, что я еще один университет с вами заканчиваю. Никогда не было. Да, были, написано в царское время, что набеги делали на карабулаков. Эти вещи были. Но на то была царская Россия, они и писали. Но в современном мире у нас не было. И ни один из кандидатов, докторов или кто-либо такого не говорил. А вы говорили. И я могу тебе предоставить. Если ты хочешь, я тебе прямо сейчас могу показать. Поэтому так что ответь, пожалуйста. Улицы я тебе назвал. Есть Назрановская, Магасская. Башлам, этот тип не может говорить от имени народа. Это тип один человек. Так, я не говорю, что он от имени народа говорит. Есть улица Ингушская, есть Аушева и так далее. Ты ноль. Башлам, тебе зачем про этот район пригородный говорить? Оставь их со своим районом. Я, Руслан, не говорил ни слова о пригородном районе. Я всегда в этом вопросе говорил одно. Это внутренняя проблема Республики Ингушетия. И нас это не касается. Но его этот вопрос, видать, никак не устраивает. Если как-то говорить о моральной стороне, я сказал, морально мы на стороне братьев. И все. Башлам, осетины 90%. Давай, что там, язычники, это ваше дело. Дагестанцы наши братья и все кавказцы. Речь не идет о дагестанцах или об осетинах. Мы конкретно говорим о тех людях, кто проживает в этих домах. У нас осталось совсем немного времени, и я сейчас постараюсь быстро ответить на ваш вопрос. В июне по ходу сбой. Этот памятник с коммунистической партией остался 3. Этот памятник
остался не с коммунистической, как ты говоришь. Если ты хотел сказать, что он поставлен в советское время, да, он поставлен. Но не забывай, он был уничтожен во время войны, фактически разрушен. Чеченцы без всяких проблем могли его убрать. Сейчас идет реконструкция, идет все остальное. Ну что сделали? Вместо того, чтобы его уничтожить и убрать, чеченцы его восстановили. В знак дружбы, солидарности. Это сделали Нохчи. Это не сделали ингуши. Это не сделал Вася Пупкин. Это сделали Нохчи. А поставлен он был в советское время. Но он был уничтожен. Не забывайте, там стоял большой пост российской армии, которая во Вторую и Первую войну на этом месте. Во Вторую войну. Он был искалечен, раздербанен, но Нохчи его восстановили. Его так что не надо сейчас говорить, что там стоит советский. Он стоял, как и весь город стоял, в советское время, до революционное время, но после войны ничего не оставилось. Про пословицу слышал, и я крайне негативно отношусь к этой пословице, и это очень некрасиво. Я Нохчи с Панкисера, я люблю свой народ. Арви. Да, Сидуэла. Панкисер был выждешь, Мусель Салам Машал. Ты можешь дать клятву мусульманину, что ингуши это тейп, а не клан? Могу. Я могу. Провокатор Сиц Бахарова. Как будет выглядеть с моей стороны, если я скажу, что Нохчи это тейп? Как ты можешь сказать, что ингуши это тейп, а не клан? Во-первых, я не сказал ингуши, не забывай, если ты вопрос задал мне. Я сказал Алгай. Алгай это не ингуши, чтобы ты понимал. Изначально Алгай был тейпом. Можешь у Мусызараба, у своего историка спросить. Я по их материалам говорю. Изначально Эги Хуатаргим Хуатам, 3, кажется, подразделения, это в Алгай были. Но они были самыми сильными, и за счет этого их название перешло на всех ингушей. Так что не ко мне нужно обращаться, а к своим. Это раз. Во-вторых, я не называл ингушей чеченским тейпом и чеченским топом. Я сказал, на территории Чечни есть тейп, и это является нашей родиной. Они являются единым целым со всем народом. Что у вас и кто вы, я не говорил. Заметь, я сказал у нас. Но если ты задаешь вопросом, мог бы ли я поклясться, я, конечно, мог поклясться. Потому что если бы у тебя мозгов хватило, как бы сегодня разделили, как бы что ни было, от одного отца 2 братьев не могут быть разными. Это одни и те же братья. Это кровные братья от одного отца. Если ты, конечно же, можешь сказать, а как же евреи и арабы? Хочу довести до тебя. Евреи и арабы являются семитами. И у них, и у тех, и у других является одно ДНК. Но одни стали мусульманами, единобожниками, послушниками. И от них появился последний печать всех пророков, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху, а другие пошли по другому пути. Но тоже, в принципе, они говорят, что они от пророка Мусы, тоже, алейхиссалам, тоже праведный пророк, что они евреи. Ты не забывай, пророк Мухаммад очень долго, достаточно долго пытался евреев, зная, кто они, зная, что они, пытался их тоже поставить на истинный путь. Но из-за своего высокомерия, ну ладно, сейчас я не хочу заходить в эту тему, ну так, чтобы было экскурс, сравнение. Но отец у них один. Так-то, конечно, можно дойти, что Адам и Ева от них, но речь сейчас не об этом. Речь не об этом. ДНК, многое-многое другое, кроме того, что, ладно, сейчас я не хочу своих братьев никак обидеть. Нохчи это Нохчи, ингуши это ингуши. Сегодня это 2 разных субъекта. Вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. И все ништяк.
Как будет выглядеть с моей стороны? Ногчи не тейп, чтоб ты знал. Ногчи это кам. Я признаю ингушей как народ. Башлам. Признай ингушский. Я признаю ингушей как народ, да, все. Если Галга это не ингуши, то Ногчи это не чеченцы. Ну, нету ни одного чеченского историка, который бы говорил, что Ногчи это тейп. Или что чеченцы это тейп. А у вас есть. И это знают все. Так что, Аллах, извини, это не ко мне. Так это для вас тейп или тупом. Может, все это такие там. Я не понял твоего вопроса, но это не вечер твой мой. Руслан, я знаю, что я спрашиваю. Аллах, анда, дашок, анда, Аллахи, да. Ой, да, дашо, да ты бриллиант, ой, да, ласа, да, он даст. Никто ничего не говорит. Ты зашел на чеченский паблик. Если бы ты спрашивал что-то про нашу историю, я бы тебе ответил. Но ты мало того, что и про свою-то не сильно знаешь, раз такие вещи говоришь. Спрашиваешь еще про мою историю. Ладно, уважаемые мои братья и сестры, к сожалению, дальше я продолжать не могу. У нас уже закончился трафик, и лимит закончился, осталось 9 минут. Я подведу итоги. Завтра, если по милости Всевышнего у нас получится, возможность будет, мы завтра тоже сделаем эфир. Я очень постараюсь. И мы будем отвечать на актуальные важные вопросы. Надеюсь, тоже будут гости сегодня. Ахмад, Юни были в гостях. Чертой, Гуно, я не знаю, что с вашим интернетом. Я клянусь Аллахом, я принимал ваши запросы, но там говорит отклонено через 2-3 минуты. То есть он запрос отправляет, но вы почему-то его не принимаете. Или я не знаю, то ли вы без VPN из-за этого. Что он делает? Юни находится в Моздоке, он смог выйти со мной в эфир. Ахмад находится во Франции, он смог выйти со мной в эфир. Бакар, который Гуно здесь находится в Чечне, он не смог выйти со мной в эфир. Черту, который находится в Европе, тоже не смог. Какая-то странная дребедень, но, Аллахи, я принимал и всегда с радостью принимаю любого человека, дабы с кем было поговорить и пообщаться по актуальным проблемам. Поэтому, завершая эфир, я бы хотел сказать, если есть вопросы, уважаемый, он же клялся, что в Грозном живет. Кто клялся? Он работает, он и в Грозном, я в Грозном встречался с ним, чай пили вместе. Он и в Грозном, и в Европе. Так, много ингушей имеют квартиры и в Грозном, и в Магасе, ты не знал? Черт уже свободный человек, это же чеченский волк. Он хочет сегодня во Франции, он работает во Франции. Квартира, дом, семья в Грозном. Ты не знал? У вас много тоже таких, так что я не знаю, что он тебе клялся, но здесь он мне никому никогда не клялся. Он и там, и здесь, и дома, и в Европе, как и многие ночи. Ладно, сейчас не об этом. И огромная благодарность сегодня моему брату Амаду Ибраиму за то, что я не знаю, что вы там говорили в директе, и тебе, честно сказать, что вы говорили в директе, выносить сюда и говорить это. Я хочу сделать публикацию, Гуно. Я, конечно, сделаю публикацию. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Завтра постарайся опять зайти в эфир, и мы в эфире это полностью с тобой разобьем. Я буду даже, если хочешь, отвечать на вопросы, и ты заодно будешь отвечать. Завтра очень интересная тема о том, кому же все-таки принадлежали северная часть нашей Родины, хоть некоторые норницы с Дагестана и Ингушетии клялись и божились и говорили, что эти земли никогда не были нашими. Но интересное мы оставим на завтра. На сегодня огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, в первую очередь тем, которые поддержали наш канал. Почему им огромная благодарность? За счет них мы существуем сегодня. Сегодня 4 человека задонатили, за что им огромное спасибо.
Огромная благодарность вам. Ютубовским братьям, которые задавали вопросы, писали. Огромная благодарность вам. Всем, кто был сегодня в эфире, кто активно писал, кто лайкал. Пишите в директ, ставьте лайки, оставляйте смайлы или пишите комментарии. Это очень важно для продвижения нашего канала. И интересно, каждый день мы все больше и больше, конечно же, будем публиковать, будем рассказывать. Июнь, Гуно, завтра, если будет время, заходите, мы продолжим эфир. Всего на сегодня уже, к сожалению, у меня осталось только 5 минут. Все-таки мы без малого 4,5 часа с вами в эфире. Сейчас уже 3:30, сейчас уже на утренний намаз будет азан. Огромная вам благодарность, Масан Дерес Хил и всем остальным, моим братьям, сестрам, мусульманам и не мусульманам. Все, кто смотрит эфир и кто смотрел эфир. Я прошу прощения у всех, если каким-то образом задел вас или оскорбил, или обидел. Ни в коем случае я не оскорбляю, не разжигаю, не обижаю никакие народы, никакие фамилии и так далее. Я лишь рассказываю историю и говорю то, что я читал, что я знаю, в первую очередь, и мое видение в истории, в географии, культуре и так далее и тому подобное. И противодействую именно лжецам, подлецам, которые коверкают, которые меняют, фантазируют. Мы их называем нарнийцы. Нарнийцы – это не нация, имеется в виду. Она не принадлежит. Нарнийцы – это такое абстрактное название всех лжецов, лгунов и сказочников, балаболов. Так что не приписывайте к себе. Если вы не врете, если вы не обманываете людей, если вы не берете чужое, значит вы не нарнийцы. А если вы делаете, то, конечно, знаете. Всем огромная благодарность. С вами был сегодня ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адикюэл. Не забывайте подписаться на наш канал, пригласить еще больше подписчиков. Не забывайте обязательно лайкать, ставить, оставлять комментарии. Адикюэл. Машаль. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum, Masa Büyüste Alal, Ruslan Amir, Uçurma Masayam, Dağdaki Büyüsü Uyuşun, ve Sverige Adoda Mola.